Аниме начинается с того, что прота по имени Йоцуга сражается с какими-то желтоглазыми длинноголовыми демонами. И пока его избивают, он думает о том, как сильно он ненавидит этот город и тех, кто там живет. В этот момент он наступает на одного из них и разбивает ему голову палкой. Покончив со всеми демонами, наслаждается этим моментом и упоминает, что хотя его жизнь в этом месте находится в большой опасности, оно все равно в миллион раз более захватывающее, чем свинарник в Токио. Во время смены сцены мы видим, как прота в Токио выходит из метро и идет в свою школу. И по дороге мы можем заметить, что ему очень скучно в этой жизни, так как ему приходится слышать, как окружающие его люди говорят о неважных вещах. После уроков он слышит, как двое учеников говорят о девушке по имени Лу, которая явно является теннисисткой. Там они комментируют, что ее взяли на работу моделью в очень известную компанию. Затем они упоминают, что девушка идеальна, потому что она милая и у нее очень хорошие оценки. Затем мимо пробегают две девушки, и пытаясь увернуться от них, он натыкается на стол, где девушка ведет прямую трансляцию со своего мобильного телефона. Там прота не извиняется и уходит. Позже вечером он счастлив, выиграв видеоигру, в которой он должен победить дракона. Однако радость длится недолго. Это потому, что он смотрит на фотографию, на которой он был ребенком и был со своими друзьями. Видя заметки, которые они написали для него, дарит ему счастье, вспоминая тот момент, но в то же время ему очень грустно. Позже мы видим, что прота смотрит на мобильный телефон своей спутницы Лу. Увидев фотографии, на которых она изображена в качестве модели их компании, признает, что она буквально очень милая. Затем, во время смены сцены, прота остается в гостиной стирать доску после уроков. Там ему кажется странным видеть Лус рядом с девушкой, с которой он обычно не бывает, но наблюдая за ними, она поворачивается, чтобы увидеть его, и прота очень нервничает. Потом учитель говорит ему, что он единственный, кто не представил свои планы на будущее. Затем он советует ему, что поскольку он быстро бегает, он мог бы применить это для учебы в спортивной средней школе. Однако мы заметили, что прота отвлекается, потому что девушки сидят в глубине зала и смотрят на него. Эта ситуация заставляет его чувствовать себя очень неловко, и ему интересно, что он там будет делать. После чего прота отвечает ему, что он не думал ни о чем, что он хочет сделать на будущее. Там учитель говорит ему, что он не сможет продолжать в том же духе, без друзей и без кого-либо, с кем можно было бы поговорить. Услышав это, прота смущается, осознавая, что профессор знает, что он очень одинокий человек. Затем, чтобы избежать дальнейших вопросов, прота говорит ему, что будет искать обычную среднюю школу. После этого он уходит, и прота думает, что все, чего он хочет, это вернуться домой, чтобы поиграть в видеоигру. Позже он говорит девушке, что закроет салон, потому что он главный. Однако с удивлением понимает, что их там больше нет, и они не знают, в какое время они ушли. После этого прота слышит несколько голосов за пределами гостиной, и доска начинает заполняться рисунками цветов. Затем все вокруг него меняет цвет, и его тело дематериализуется и плывет вверх. Затем прота появляется в другом месте и падает с неба в реку, где обитает гигантское животное. Когда ты видишь его, он выбегает из воды испуганный и сбитый с толку, потому что не знает, где находится. В этот момент мы видим других девушек, которые ищут его, и увидев Лулу, он говорит ему, что наконец-то прибыл. И пока прота ползет к берегу, другая девушка подходит и говорит ему, что он здесь. Она автоматически представляется, сообщая ему, что ее зовут Кусуэ. После этого Лу предупреждает прота, что он очень странный человек, у которого отсутствует половина головы, которая вот-вот появится. Затем он просит его выслушать его и успокоиться, не судить его по одежде. Прежде чем Прота успевает понять, что она имеет в виду, появляется человек без лица, и, как он и предупреждал, у него отсутствует половина головы. Вот мужчина кладет руку на плечо проты и представляется мастером игры. Увидев это, он пугается, и сразу же мужчина начинает объяснять ему правила. Он рассказывает, что его первая миссия — выполнить задание старосты деревни за 14 дней. Затем он говорит, что они готовятся, так как монстры в этом месте будут готовы и готовы убить их. Там мы видим, что прота не перестает говорить и спрашивает, где они находятся, поэтому Лу пинает его сзади, чтобы он услышал указания человека без лица. После этого прота с удивлением осознает, что абсолютно ничего не чувствует. Затем мастер игры замечает, что у него осталось всего 8 шагов, чтобы выполнить это, и кроме того, после того, как он преодолеет каждое из своих испытаний, к команде присоединится новый участник. В этот момент мы наблюдаем превращение Лу, которая становится волшебницей ветра. Затем мы видим трансформацию Кусуэ, которая является воительницей китайского меча. И там мужчина крутит рулетку, чтобы я дал ему удачу и решил, какой будет роль прота.
И пока рулетка крутится, мы видим, как девушки с нетерпением ждут, когда Прата сыграет роль воина. Увидев ее, спрашивает их, важен ли этот выбор для чего-то или что-то в этом роде, и сразу же рулетка останавливается на одном из тех, кто с наименьшей вероятностью остановится, а именно из фермера. Увидев это, девушка очень разочаровалась. А затем мастер игры попрощался и исчез. На этом он переодевает Прата, и мы можем увидеть его новые способности. Во время смены сцены девушки объясняют ему, как они туда попали, и Люк комментирует, что она была первой, кто туда попал. Там она объясняет, что после выполнения первого задания она смогла вернуться домой, и мастер игры привел ее обратно в это место, но на этот раз в сопровождении Кусуэ. В этом мы видим воспоминание, где Лу просит ее стать его другом. После этого воспоминания она говорит ему, что мастер игр попросил ее подружиться с Кусуэ, и когда она была перенесена в этот мир во второй раз, он нашел ее там. Затем прокомментируй, что этот сказал ей, что когда они вернутся в реальный мир, она должна остаться наедине с Эль Прата. Вот почему они были в гостиной и очень странно смотрели на него, пока он стирал доску и говорил об учителе. Позже девочки учат его пользоваться своим оружием, и там Лу говорит Проте, что он должен прищуриться, чтобы увидеть свое оружие, и пошевелить пальцем, чтобы выбрать его, как будто я пользуюсь мобильным телефоном. Однако, поскольку он играет роль фермера, единственное оружие, которым располагает Прата, это мотыга и серп, оба из которых используются для посева и сбора урожая. Но они также очень острые и могут быть использованы для убийства. Позже Прата задается вопросом, будут ли они находиться в виртуальном мире в чем-то похожем на видеоигру. После этого он спрашивает их о знаке на Земле, который испускает зеленый свет. Там ему объясняют, что это называется регистрацией и служит для регистрации событий какого-либо события. И на это Прата кладет руку, и мы видим как воспоминания о них, когда Кусуэ впервые приехал и боялся драться. После того, как Лу рассказала ему о том, что несмотря на то, что она успокоила Кусуэ в тот момент, когда она приехала туда одна, она провела целый день парализованная страхом. Затем Кусу говорит Проте, что она чувствует себя намного лучше, когда он там. После этого они обнаруживают, что демоны с удлиненными головами и желтыми глазами, которых они видели в начале, прячутся за кустами. Увидев их, она объясняет ему, что их называют гоблинами, и зная, что они не могут умереть, он бежит к ним, чтобы напасть на них. Однако ему это не удается из-за того, что его оружие очень слабое, как и у них, хотя он пытается использовать силу ветра, но это очень сложно. Слаб и не может причинить ему вреда, потому что у него все еще очень низкий уровень боя. Точно так же Кусуэ, обладающая силой женщины-воина, пытается ударить его своим мечом, но ей также не удается нанести ему ни малейшего вреда. В этом случае Прата пытается поднять меч с земли, и мы понимаем, что она не может использовать оружие, отличное от оружия фермера, которое у него есть. По этой причине Прата в конце концов убеждается, что они играют в видеоигру. Там один из гоблинов бьет его дубинкой по голове, и он теряет сознание. Затем он исчезает в том же месте, но в форме души, и смотрит на его безжизненное тело на земле. Однако Лу говорит ему не беспокоиться, так как когда это произойдет, он снова оживет через 30 секунд. После этого Прата просит ее помочь ему победить демонов, и с ее помощью ему удается пронзить одного из гоблинов, но он получает еще один удар, который убивает его. Там он снова воскресает через 30 секунд, как будто ничего не произошло. Понимая, что они все еще слабее его, спрашивает их, как они справились со своими первыми миссиями. И на этот вопрос дается ответ сам по себе, когда они показывают нам, что они сделали. Что они сделали очень плохо, явно скрываясь от гоблины. Затем он спрашивает их, что произойдет, если все трое умрут одновременно, на что Лу отвечает, что если это произойдет, они умрут и в реальной жизни. Позже уже ночь, и они у костра. В этот момент он понимает, что районы, которые они посещают, можно увидеть на карте. Кроме того, замечено, что для восстановления сломанного оружия требуется несколько дней, прежде чем его можно будет использовать снова. Позже он спрашивает, какова награда за выполнение этих миссий, на что Лу отвечает, что после каждой миссии ты зарабатываешь право задать вопрос мастеру игры. На первом задании Восток ответил ему, что она там, потому что кто-то, кого она знает, попросил об этом. А во втором Касуби спрашивает его о ее происхождении, и он отвечает, что она из далекого будущего.
После этого Прата предлагает себя в качестве первого наблюдателя, а затем во время смены сцены, когда он смотрит на безжизненные тела демонов. Он думает, что ему следует спросить у первого наблюдателя, мастер игры, когда у него будет такая возможность, но в этот момент он слышит, что девушки зовут его. Добравшись до места, ты видишь, что Кусу лежит на полу, расколотый пополам. За этим следует гигантский монстр в форме собаки с человеческим телом, который держит девушку в руке. И тут он кричит ей, чтобы она убегала, так как они не могут победить его с его такими слабыми силами. На этом чудовище отрывает ему голову зубами. Увидев это, испуганный Прата думает, что если он умрет, то все умрут в реальной жизни. По этой причине он хватает Кусуэ за руку и тащит его прочь, чтобы он мог возродиться через 30 секунд. И чтобы к тому времени, когда он оживет, он был в безопасном месте. На следующий день мы видим, что с девушкой все в порядке, и все же ее рука не восстановилась. Тут она замечает, что это должно быть потому, что ее съел монстр. В этот момент они понимают, что один вернется, так как ей оторвали голову и явно съели ее. Тогда Прата смотрит на свои способности и свои атакующие способности, которые очень низкие, что делает невозможным победить монстра. Во время смены сцены они прибывают в деревню, где их встречают как героев. В этом Кусу объясняет ему, что там по какой-то причине их так называют. Потом мы видим, что Прата смущен, потому что дети подходят и говорят им, что Гранде хочет быть такими же героями, как они, но там он думает, что его сила очень проста, как у фермера. И что кроме того, эти дети не хотят быть такими же героями, как они. Они знают, что уже съели одного из них. Позже они поговорят с главой деревни, и тот попросит его победить тролля, который явно бродит по окрестностям. Затем он показывает им рисунки и по сути является тем же монстром, который прикончил Лу. Именно тогда Прата решает перейти в более высокий ранг, чтобы стать более могущественным, но там девушка говорит ему, что он тоже хочет помочь. На что он отвечает, что ему лучше остаться в деревне, ведь он чуть не умер, и это принесло бы ему еще больше неприятностей. Затем Прата уходит с выражением удовлетворения на лице, думая о том, что хотя его жизнь в опасности, это место в миллион раз более захватывающее, чем свинарник в Токио. Затем, во время смены сцены, мы видим воспоминания, где он вместе с Кусуэ пьет воду из реки. В этом он уже спрашивает Прата о том, определился ли он, в какой средней школе он хочет учиться, поскольку в тот день он слышал, как учитель говорил об этом. Однако он до сих пор не ясно, чего он хочет от своего будущего. Позже мы вернемся в настоящее, где он выходит ночью на охоту на гоблинов, чтобы повысить свой уровень. Там он вспоминает, как староста деревни попросил их убить тролля, который бродил по этому лесу. И в связи с этим он думает, что с его нынешним уровнем победить его невозможно и что если он попытается, его могут в конечном итоге съесть как Лу. По этой причине он должен сначала уничтожить маленьких монстров, чтобы повысить свой ранг. И на этом он встречает еще один рекордный знак на земле. Прикоснувшись к нему, он видит разговор, который вели девушки до его прихода. Там Лу спрашивает Кусуби, кого бы он хотел видеть следующим членом команды, на что она отвечает, что не хотела бы, чтобы он был парнем, так как ненавидит его за то, что он говорит грязные вещи, и к тому же они очень раздражительны. Во время смены сцены Лу говорит ему, что она хотела бы, чтобы он был мальчиком, и замечает, что ему нравится Йоцуя. Услышав это, Прата очень волнуется. Однако быстро вспоминает, что в школе есть еще один мальчик с таким же именем, который является футболистом и более популярен, чем он. И как только девушка собирается рассказать, о ком из них она говорит, запись исчезает. После этого Прата думает, что с 50% вероятностью они говорят о нем. Затем он говорит, что вполне вероятно, что позже какая-нибудь из двух девушек заявит на него. Затем он достигает высокого места, откуда открывается вид на деревню, но в этот момент встречаются гоблины, и он решает напасть на них. И пока он бьет их своей палкой, у него возникают воспоминания о том, как он жил в своей деревне в детстве и ему пришлось переехать в большой город. Он вспоминает свой первый день в школе, когда другие дети насмехались над ним, и в этом ему удается убить гоблинов, но один ускользает от него. Затем он смотрит на свои способности и понимает, что он уже в 9 классе, и там он упоминает, что хотел бы сыграть еще одну роль, которая ему не нравится. Будь он фермером, так как если бы у него было более острое оружие, было бы легче убивать монстров. Но в этот момент он понимает, что Кусуэ только что умерла и не может возродиться, как Лу. После этого он бежит в деревню, которая горит, и ему становится страшно при мысли о том, что поскольку он последний, если он умрет, все умрут и в реальной жизни. Там есть еще одна запись о том, что произошло ранее, и прикоснувшись к ней, он замечает, что Кусу разговаривает с мальчиком. Она понимает, что старается не мешать своим сверстникам.
Затем она упоминает, что ей нравится находиться в этом месте, потому что она может свободно передвигаться. Вместо этого в реальной жизни она страдает болезнью, которая не позволяет ей поступать правильно. Поэтому вся ее жизнь становится помехой для ее родителей, поскольку за это приходится платить их дорогими лекарствами. В этот момент прибывает деревенский тролль, и она пытается защитить людей, однако это бесполезно, потому что монстр берет ее за руку и уносит ешь. Там Прота замечает, что перед тем, как ее съедят, Кусу выкрикивает ее имя, прося помочь ей. Увидев все это, тронут историей ее жизни и думает о том, что он всегда думал о себе и никогда о других. После этого видео с записью заканчивается, и он поражен тем, что только что увидел, но внезапно появляется тролль и начинает преследовать его. Пока он бежит, он знает, что было бы бесполезно пытаться атаковать его, потому что его низкий ранг ему не помогает, и тут тролль бьет его, и он улетает в воздух. В этом мы видим воспоминания о том, когда он был ребенком и был вместе со своими друзьями. Там он просит всех, кто закончит учебу, вернуться в это же место. У него также есть воспоминания о Кусуэ, который чувствует себя виноватым из-за того, что был обузой для своих родителей и для других. В этот момент Прота просыпается и падает в реку, но должен продолжать бежать, потому что тролль идет за ним. Тут он понимает, что монстр прыгает как лягушка и пытается раздавить его. Вот почему он пытается придумать план, потому что бессмысленно, что он просто убегает. После этого он встречает гоблина и автоматически пронзает его палкой. Впоследствии мы видим, что тролли все вокруг него парализованы. Внезапно появляется мастер игры и поздравляет его с достижением 10-го ранга. Услышав это, Прота с волнением отмечает, что он рискнул и это сработало для него. Затем он поворачивает рулетку, чтобы посмотреть, какое занятие выпадет ему на этот раз. И пока он крутит Прота, он хочет, чтобы это был какой-нибудь навык, которым он владеет. Острый меч или что-то в этом роде. Однако ему достается роль повара, и он снова разочарован, так как считает, что это роль, которую женщины должны играть как хороший поклонник предмета. Увы, мастер игры объясняет ему, что навыки повара должны быть добавлены к тем, которые у него уже были. Но в этом случае Прота понимает, что среди оружия повара есть нож, и это его волнует. После этого время приходит в норму, и он подкрадывается к троллю и наносит ему большую рану в живот ножом. В этот момент мы видим, что монстр истекает кровью, и благодаря этому Лу и Кусу оживают. Когда они возвращаются, они благодарят его за спасение его жизни, но удивляются, что он теперь одет в форму повара. Там он объясняет им, что это потому, что он сменил профессию. Затем он говорит им, что он уже обнаружил схему атаки тролля, и это то, что они должны двигаться только тогда, когда он прыгает как лягушка. Там они впечатлены тем, насколько хорош стал Прота, и замечают, что благодаря этой технике тролль буквально устает. После этого они решают драться, но монстр убивает их несколько раз, как и Прота. Затем Прота думает, что ему нужен только один удар, чтобы убить его, и вот он входит в него через рану и делает еще один порез. Хотя Прота снова умирает, мы видим, что тролль уже все больше и больше устает и теряет больше крови. После этого Люс забирается ему на спину и делает воздушный разряд, который проходит через его голову, и наконец мы видим, как тролль умирает. Внезапно появляется мастер игры, и мы видим, что его ранги увеличились. Прота достиг 5-го ранга повара, хотя он только начинает играть эту роль. Там мужчина говорит Проте, что в награду за выполнение задания он может задать свой вопрос. И подумав, Прота спрашивает его, что они будут делать после 10-го шага. Вот он показывает ему видео, на котором она находится в своем городе, но погружена в хаос. В этом будущем мы видим Прота вместе с девушками и всеми, кто носит костюмы воинов. Затем появляется гигантский дракон, выходящий из портала в небе. После этого мы возвращаемся к реальности, и все трое снова в классе. Потом Лу объясняет ему, что время останавливается, когда они находятся в другом мире. Там он замечает, что следующий шаг будет через неделю, если он попросит его быть готовым. После этого он благодарит его за то, что он спас ее, так как теперь она сможет сыграть в теннисном турнире. И перед уходом она просит Прота позаботиться о том, чтобы Кусуэ благополучно вернулась домой. Позже мы увидим, как они идут по дороге к дому Кусуэ. Однако его сердце все еще бьется от всего, что он пережил в загробном мире. Впоследствии он думает, что они пробыли там больше суток, но в реальной жизни не прошло и секунды. Затем Кусуке также благодарит его за спасение его жизни, и произнося это, Прота понимает, что впервые в жизни разговаривает с девушкой настоящей.
Там его очень нервирует эта ситуация, и он начинает говорить без остановки. Позже они проезжают мимо места, которое они видели, где видение, в котором сидит дракон, и Прота думает, что он отказывается от миссии. Все в этом городе умрут. Затем во время смены сцены мы видим, что Лу в раздевалке после тренировки по теннису. Там она переписывается с Протой, и ей любопытно узнать, что она за человек в реальной жизни. В этом она спрашивает партнершу, знает ли она его, но та отвечает, что никогда с ним не разговаривала. И пока она читает сообщение, она очарована Протой, поскольку он кажется ей человеком, которого невозможно расшифровать. Позже мы видим, как он бегает по городу, и там он думает, что предпочел бы бегать среди гор, чем по этому бетонному полу. После этого мы видим, что он не перестает думать о видении будущего и задается вопросом, почему они выбрали его, чтобы спасти этот город, который он так ненавидит. В этот момент ему звонит мастер игры и с удивлением понимает, что каждый раз, когда он появляется, у него другой голос. Затем он говорит Проту, что у него уже есть для него готовая миссия, а затем говорит ему, что ему нужно будет пофлиртовать с девушкой, которая ему нравится указывать. Позже мы видим, как мужчина просит его проникнуть в другую школу, чтобы найти девушку, которую он еще не знает. После чего он приказывает ему пойти в дамскую комнату и поискать ту, у которой есть очки. Войдя туда, он обнаруживает, что несколько девушек преследуют его, и она лежит на полу почти обнаженная, в то время как двое держат ее, а еще одной это удается. Понимая, что это студенческое хулиганство, Прота отбивает телефоны у каждой из девушек. Впоследствии все трое бросаются звонить в полицию. И пока он уничтожает телефоны и бросает их в унитаз, он думает, что зарабатывает очки с девушкой в очках. Тогда она благодарит его за то, что он помог ей, хотя ей кажется странным, что он находится в женском туалете в это время ночи. Позже Прота провожает девушку домой и думает, что благодаря тому, что он джентльмен, он получит свою первую девушку. С другой стороны, она думает о том, когда Прота уйдет, так как боится, что он последует за ней до ее дома. После этого он спрашивает ее, почему она страдает от домогательств, и она отвечает, что эти девушки мстили за то, что он плохо отзывался о ней в строка. Хотя он никогда не упоминал их имен, но они поняли намек. После этого он уже плачет, а Прота не знает, что делать, когда плачут девушки. А потом она просит его отпустить ее домой одну. А перед уходом говорит ему, что, возможно, с девушкой было бы популярнее подражать кумирам из ее любимой видеоигры под названием «Мальчик». Вон-то. Сразу после этого девушка убегает, огорченная тем, что сказала ему это, и тут Прота думает, что она худший тип атаку из всех существующих. Во время смены сцены он играет в видеоигру, в которой упомянута девушка, и говорит, что потратил впустую 2 недели своей жизни. И как раз в этот момент он телепортируется в другой мир, где тоже есть Луис Кусуэ, но кроме того есть девушка в очках, сбитая с толку тем, что не знает, что он там делает. После этого появляется мастер игры и кладет ему руку на плечо, как и в случае с Протой в первый раз, что он пришел в это место. После этого мы видим, что новую девушку зовут Юка. Там мастер игры крутит рулетку, и она играет с ней роль мага огня. Тогда этот объясняет, что теперь вместо 30 секунд на возрождение уйдет 40 секунд. Затем он показывает ему свою миссию, которая состоит в том, чтобы исследовать 5% карты, и кроме того они должны доставить товары в деревню Дададорп. В этот момент Прота спрашивает мастера игры, что он имеет в виду под товарами, однако тот прощается и исчезает. После этого Прота пытается приблизиться к Юке, но та отворачивается, потому что думает, что он хулиган и развратник. Она рассказывает Луё Кусуэ, что он разбил телефон девушкам, а затем они рассказали ей о том, что он извращенец, который устанавливает камеры в туалетах. Ванные комнаты. Позже Лу спрашивает новенькую, почему она сказала все это о Проте. Она признается ей, что когда он вошел и напал на них, они нашли общего врага, и по этой причине она подружилась со своим преследователем. В этом блондинка говорит ему, что с этими девушками не стоит дружить. Услышав это, Юка говорит ему, что это потрясающе, и автоматически становится перед ней на колени. После этого она просит его жениться на ней, и позже они отправляются осматривать это место, и Прота замечает, что девушки игнорируют его. Но в этот момент с неба падает гигантское насекомое, которое, по крайней мере, не видит ее. Похоже, он мертв. Затем внутри этого появляется другой тип тварей, и один из них попадает в лицо Протону и убивает его. Точно так же умирает и Лу. Но в этом мы видим, что Юка думает, что ей пора стать персонажами, которыми она всегда восхищалась в детстве по телевизору. Однако немедленно умирает. После этого Прота злится из-за насмешек, которые он выставляет перед девушками, и начинает убивать насекомых своим перочинным ножом повар. Когда он проходит 40 секунд и приходит в себя, девушки с большим восхищением наблюдают за ним, пока он сражается.
Даже Юка кажется ему такой же привлекательной, как один из кумиров, которыми она восхищается. Потом Прата говорит Кусуке, что хочет попробовать что-то новое. Так как он не может использовать свой меч, он держит ее за руки, и пока она хватает меч. Вместе они роняют его и разрубают пополам гигантскую многоножку. После этого мы видим, как они повышают уровень своих способностей. И вслед за этим Лу также снится что-то, что произошло, когда она была маленькой. Там мы видим, как она ссорится с мальчиком, который явно говорит ей гадости, однако все люди защищали его, а не ее, только потому, что она дочь плохого человека. По этой причине она автоматически убегает, и пока она с грустью думает о том, что произошло, она подходит к девушке старше ее, видя, что ей одиноко, и просит ее стать ее другом. Позже ночью Ло лежит, заткнув уши, и слушает, как ее отец и еще один парень обсуждают смерть ее новой подруги. Они насмехаются над ней, говоря, что, вероятно, ее убили за то, что она была такой уродливой. В этот момент отец благодарит его за то, что его дочь милая и не будет страдать, когда вырастет. Потом на поминках он увидит свою мертвую подругу в урне. И он может думать только о словах, сказанных его отцом. И дело в том, что когда у тебя такое уродливое лицо, это может закончиться так. Внезапно Лу просыпается от кошмара, и Прата извиняется за то, что разбудил ее. На этом мы видим, что он без рубашки и несет камень. Затем он говорит ему, что тренируется с отягощениями и начал заниматься этим совсем недавно. Однако потому, что она очень тихая, он понимает, что ей грустно. И это кажется ему странным, поскольку Лу королева школы и очень популярна среди своих друзей, поэтому он никогда бы не подумал, что она плачет. После этого и спрашивает ее, почему она плачет, что с ней не так. И со слезами на глазах она берет его за руку и просит его помочь ей. После этого мы видим, что Лу рассказывает Проте о том, каким было детство. Там она рассказывает ему, что в детстве ее знали как проблемную девочку. Однако все изменилось с тех пор, как она встретила девочку постарше. Но однажды она покончила жизнь самоубийством, спрыгнув со здания. Это произошло потому, что девочка страдала от издевательств в школе, и ей не с кем было поговорить. Потом, когда Лу пошла в начальную школу, она также подверглась этим издевательствам со стороны учителей, поскольку они плохо обращались с ней из-за того, что она была дочерью преступника. Но в то время ее друзья всегда поддерживали ее. И именно поэтому для нее важнее всего ее друзья. Она с детства клялась, что с ней не случится того, что случилось с ее подругой. По этой причине она старалась быть популярной девушкой, а также отличной теннисисткой и моделью. Придя в этот мир, она подумала, что все, чего она хотела больше всего, было буквально разрушено. Вот она просит Прота помочь ей выиграть игру и выбраться из этого места, чтобы она могла вернуться к своей жизни. В этом мы видим, что и Кусуэ, и Юка слышат, что она говорит. А в следующей сцене все четверо исследуют руины деревни, которая была разрушена в тот раз троллем. Али Кусуби думает о мальчике, с которым он разговаривал в тот день, и надеялся, что с ним все в порядке. Где бы он ни был, он явно будет. После этого он спрашивает дорогу у проходящего мимо человека, чтобы добраться до деревни мастера игр, на которую он им указал. Он показывает им карту и говорит, что деревня Ададора находится на другой стороне континента. Затем мужчина говорит ему, что деревня находится очень далеко, и что если они захотят пойти пешком, им потребуется около 3 месяцев, чтобы добраться туда. С другой стороны, если они сделают это верхом, они доберутся туда за 30 дней. Позже им сообщат, что будет турнир по боевым искусствам, и что главный приз составит 3 лошади. Услышав это, они взволновались и решили записаться. Однако, поскольку до турнира осталось немного времени, Прота предлагает подняться на несколько уровней, чтобы стать сильнее. И пока они находятся в лесу, появляется группа бандитов с оружием. Увидев, что они герои, преступники приходят в восторг, так как могут потребовать больше денег за свой выкуп. Один из них бросается в атаку на Прота, но тот уклоняется и режет его ножом. Но в этот момент мы слышим голос мастера игры, говорящего, что за нанесение вреда другому человеку его очки опыта будут уменьшены. И на этом его уровень упадет с 9 уровня до 8. Поэтому Прота думает, что это стратегия, позволяющая победить их без необходимости причинять им боль или убивать их, и в конце концов решает, что лучше всего сбежать из этого места. Однако мы видим, что один игнорирует его и остается сражаться с преступниками. Там мы можем предположить, что она была схвачена. И после этого Кусу и Юка просят Прота спасти Лу, но тот отвечает, что сейчас они не могут рисковать. И тут мы видим, что Юку не устраивает поведение Прота, и они идут вместе с Кусу спасать ее. Позже бандиты захватывают ее и сажают в камеру.
И после этого мы понимаем, что это происходит с ней из-за того, что она не подчинилась приказам Прота и плохо о нем отзывалась. Затем, во время смены сцены, Прота говорит, что ему очень одиноко, но в этот момент появляются гоблины и Ло удаляется. И когда он достигает 10 уровня, мастер игры поворачивает рулетку, чтобы выбрать свое новое занятие, и на этот раз ему выпадает роль биологического волшебника, который обладает способностью увеличивать или уменьшать убедительность ваших слов или действий. И не понимая, что означает Прота, он разочарован, потому что теперь ему приходится начинать с нуля в этой роли. Позже мы увидим 3 девушек, запертых в камере. Тамылу и Юка злятся и плохо отзываются о Проте, потому что он не пришел их спасать. Однако Кусуби не расстроена, наоборот, она надеется, что с Протой все в порядке. Затем, во время смены сцены, Прота начнет свой первый бой в турнире, но сразу же умрет. И пока он ждет возрождения, он впечатлен тем, что его убили всего за 5 секунд. Когда прошло 40 секунд, он оживает, и Прота приближается к рыцарю, который его убил. И вот он поднимает забрало и оказывается девушкой, которая его победила. Затем она представляется и говорит, что ее зовут Кэмпбелл. В этот момент Прота просит девушку одолжить ему 3 лошадей, чтобы он мог перейти на сторону Дорга, но она предлагает ему, если он поможет ей победить тролля, он мог бы одолжить ей лошадей. Однако, чтобы найти тролля, потребуется много времени. По этой причине Прота предлагает ему ликвидировать банду преступников, и после этого они идут к командиру, и тот говорит ему, что с бандой покончено, он одолжит ему лошадь. Позже девушка говорит Протону, что собирается помочь ему потренироваться с мечом, так как он еще очень новичок. На этот счет Прота думает, что он очень плохо владеет мечом, потому что, став магом, он начал свои навыки с нуля. Потом девушка говорит ему, что он должен практиковаться в мире с мечом, чтобы стать лучше. Во время смены сцены Прота и армия Кэмпбелла устраивают засаду на преступников, но увидев, что они проигрывают, преступники выпускают гиганта по имени Берсеркер из клетки. И там девушка попадает в ловушку. Он объясняет Протону, что если они едят волшебное мясо и их тело его переносит, вы автоматически становитесь гигантом. После этого гигант владеет мечом, поэтому капитан Кэмпбелл также достает свой длинный меч, называемый тесаком. Из этого мы видим, что она очень рада использовать меч и говорит, что единственная причина, по которой она выбрала путь кавалерии, это рубить мясо. Однако гигант бросает ей меч, и когда он собирается убить ее, Прота останавливает атаку своим ножом. Затем он использует свою магическую силу, которая на мгновение заставляет гиганта подчиниться. Затем он велит ему оглядеться, и когда он это делает, Прота врезается ему в живот. В этот момент он хватает Проту и убивает его одним ударом. И тут девушка снова берет свой режущий меч и отрубает великану голову. Потом мы видим, что армии удается поймать всех преступников. После того, как они освобождены, девушка благодарит Прота за их спасение, и он рассказывает ей, что получил лошадь. Однако, похоже, Кабдел делает ей еще одно предложение. Он говорит ей, что попросит разрешения сопроводить их в деревню в обмен на 2 вещи. Во-первых, по прибытии они должны вернуть лошадь, а во-вторых, они должны позволить ей обучить их искусству владения мечом. Они с радостью согласятся, так как это поможет им стать лучшими воинами. Потом отец Кэпдена говорит Протону, что для них большая честь сопровождать героев, и он благодарит всех за помощь, которую он им оказал. Затем мы видим, что они направляются в деревню со стороны базы данных. Во время смены сцены Кусу рассказывает свою историю и говорит, что из-за своей болезни я всегда получаю плохие оценки по физическому воспитанию. Он замечает, что как бы он ни старался, его оценка по этому предмету всегда не превышала единицы. По этой причине его самая большая мечта – изобрести лекарство, которое вылечит болезнь его матери и его собственную. Однако карьера аптекаря очень дорогая, и его родители не могли себе этого позволить. Тогда единственный способ получить эту карьеру – это получить хорошие оценки и получить студенческую стипендию. Тогда он думает, что единственное, к чему он может стремиться на данный момент, это обрести покой. Но теперь он оказался в этом мире, где ему приходится убивать, чтобы выжить. После этого мы видим, как Прота, девушки и армия отправляются в путь в экипажах, запряженных лошадьми, похожими на динозавров. И тут капитан Кэбел говорит, что уже темнеет и лошадям нужно отдохнуть. Позже мы видим, как их сопровождает Прота, и поскольку у них есть обязанности повара, она явно готовит еду для всех. Однако мы понимаем, что Кусу не может есть, потому что помнит все насилия, которые она видела, когда была в камере.
Там она говорит ему, что больше всего на свете она хочет защитить мир, но сейчас она не может защитить даже себя. Это то, чем девушки восхищаются, что Прата прекрасно себя чувствует в этом месте. И вот он подходит к Эбелу и говорит ему, что пора потренироваться с мечом. После этого мы понимаем, что настоящая причина, по которой она потребовала от него тренировать их с мечом, заключалась в том, что он может резать их столько раз, сколько захочет. И они могут ожить. Потом мы видим, что она тренируется с каждой из девушек, и в итоге они испытывают боль, хотя в этом мире она почти не может чувствовать боль. Позже Прата лечит ногу парню своими магическими способностями, и в этом Юка говорит ему, что это несправедливо, чтобы он увеличил свои полномочия без необходимости сражаться. На что Прата отвечает ему, чтобы он не предъявлял претензий ему, а злился на систему. Там мы видим, что внутри палатки Кусуэ слушает, о чем они говорят, и думает, что если они хотят стать лучше как воительница, они должны получать очки опыта. В следующей сцене мы видим, как она усердно тренируется с мечом, и там Кэбел говорит ей, что она значительно улучшила свою технику. После этого они обнаруживают, что неподалеку есть деревня гоблинов, и там Прата говорит ему, что они позаботятся об этом, так как прошло уже несколько дней, и они не могут найти ее. Они не набрали боевых очков. После этого он и девочки готовятся к драке. Тогда Лу говорит Кусу, что ему не нужно идти, если он не хочет. Однако она говорит ему, что хочет пойти драться, чтобы набрать очки. Затем Прата и девочки начинают уничтожать гоблинов, но в этом мы видим, что Кусуби очень напуган, и тут один из них прыгает, и она пронзает его мечом. После этого она чувствует себя виноватой в том, что убила его, и просит у него прощения. Сразу после этого она расплакалась, так как впервые кого-то убила. Позже они все собрались у костра, и девочки поздравляют Кусуэ с тем, что она буквально убила своего первого гоблина. Однако ей очень грустно, и она спрашивает капитана, почему она так любит резать мясо. На что тот начинает рассказывать, как это увлекательно резать, двигайте мышечными волокнами, а затем почувствуйте, как враги умирают. Сказав это, она взволнованно уходит встречать охрану и ждет, когда появится гоблин, чтобы ее перерезать. Впоследствии Прата комментирует то, что она призналась отцу Кэмпбелла в тот день, когда они разговаривали. Он рассказал ей правду о том, почему она любит резать мясо, и причина в том, что с детства он заставлял ее смотреть, как он сражается на королевских мечах. Так как думал, что если она наблюдала за драками с детства, она была бы лучшим воином. Поэтому, наблюдая за всем насилием с детства, я хочу, чтобы у нее был особый вкус к крови, к разделке мяса и, очевидно, к убийству людей. После этого Кусуби думает, что даже если он ей не нравится, он убьет всех плохих парней и выполнит обещание, которое он дал своим родителям, создать лекарство, чтобы вылечить болезни его Мадрида и ее. Затем, во время смены сцены, вы продолжаете идти, и вы видите вдалеке монстров, нападающих на солдат, и среди них также есть ребенок. Увидев это, Кусуэ просит оставить ее там. Она говорит ему, что если никто больше не хочет идти, она пойдет одна, чтобы помочь им. В этом она убеждает Прата помочь, говоря ему, что они должны спасать людей, чтобы они не были частью миссии. После этого она говорит ему, что возможно это испытание мастера игры, поэтому приказывает остальным двигаться дальше, пока он и Казу будут вместе, я собираюсь пойти и помочь им. По прибытии на место они понимают, что монстры это своего рода оборотни, и они сильнее их. Вот они нападают на них, и Кусуби быстро умирает. К тому же Прата не использует против них свои магические способности. Потом один из них кусает его за руку, но когда он собирается убить его, он выкалывает ему глаз и вырывается на свободу. После этого он хватает нож, которым собирается его вонзить. Другой волк кусает его за шею сзади, и Прата тоже умирает. Через 40 секунд Кусу оживает и чувствует себя беспомощным, потому что он явно должен защищать ее. И в этот момент мы видим, как она набирается смелости. К ней подбегает один из волков, и как только он оказывается рядом, она вызывает длинный меч и пронзает его насквозь. Увидев это, Прата впечатлена хорошей тактикой, которую я использую, и она направляется убить еще одного волка, который все еще жив. Но в этот момент мы видим, что карета приближается. От девушек все идет полным ходом, так как они решили вернуться, чтобы помочь им. А вон и Прата бежит к карете, чтобы волк погнался за ним. Внезапно Кавел выходит сзади со своим мечом и отрубает человеку голову. Поясница. Затем во время смены сцены солдаты благодарят Прата и девушек за спасение его жизни. Они говорят им, что король послал их, чтобы доставить двух подданных и мальчика в Ладодорп, где они будут казнены за то, что они еретики.
Услышав это, они приходят в замешательство, потому что не понимают, почему они обвиняют их и в первую очередь ребенка в ереси. Тогда, подумай о миссии, возложенной на них мастером игры, которая заключалась в доставке товаров в Ладодорп. Им интересно, правильно ли он имел в виду этих людей, однако он помнит, что они не могут атаковать солдат, потому что они люди, и это снизит очки опыта. После этого разъяренный капитан Кабельт собирается сразиться с солдатом, потому что она не хочет позволить его казнить. Но в этот момент вмешивается Лу, чтобы предотвратить драку, а тем временем Прота исцеляет мальчика и созывает собрание героев, чтобы решить, что делать. В связи с тем, что они еще не решили, должны ли они спасать людей или помогать казнить их, Юка предлагает отвезти их в Ладодор и освободить их, когда они будут казнены. Затем Лу говорит, что пока они решают, что будут делать, они будут идти рядом с солдатами и заключенными, следя за тем, чтобы с ними явно ничего не случилось. Позже, с наступлением темноты, они разбивают лагерь посреди дороги, и там Прота продолжает исцелять мальчика и на этом. Зайди к одному из заключенных, который является религиозным человеком. Затем этот человек говорит королю, что у него установлена диктатура, и он приказал убивать всех людей, которые говорят о Боге, поскольку он хочет, чтобы люди следовали только за ним. И чтобы никто не говорил о религии, даже о том, что поклоняйтесь статуям. После этого Прота и девочка идут поговорить с лидером солдат, и там у костра она объясняет, что план короля состоит в том, чтобы вторгнуться в более слабые страны. Поэтому солдат думает, что благодаря королю эти народы можно победить. Однако Юка злится и говорит солдату, что это оскорбление, но когда тот собирается схватить свое оружие, чтобы напасть на девушку, Прота должен вмешаться и сказать ему, что она этого не имела в виду. Благодаря этому солдат немного успокаивается и не убивает ее. На следующий день мы видим, как Кэбел обучает Лу обращению с мечом. Во время тренировки Кэбел объясняет, что поскольку у женщин обычно меньше грубой силы, чем у мужчин, они должны быть умнее и стремиться нанести смертельные раны. После этого они достигают участка, усеянного скалами, и солдат замечает, что им потребуется не менее 7 дней, чтобы пересечь все в экипажах. По этой причине они решают идти кратчайшим путем. Позже они входят в туннель, где им нужно пройти через какие-то механизмы, работающие на воде, но в этот момент двери закрываются, и они оказываются запертыми внутри. И тут мы понимаем, что солдат устроил ему ловушку и говорит ему, что он не будет путешествовать с людьми, которые следуют за этой машиной. Ужасная религия Бога Иисуса. В этом случае Прота считает, что они находятся в очень плохом положении, поскольку они потеряли пленных, если не смогут выполнить свою миссию. Тогда перед ними выстраиваются механизмы и пересекают платформу. Однако мы видим, что на этой платформе есть ловушки, поэтому они должны проходить через них осторожно. Впоследствии Прота понимает, что они должны перемещать камни, на которых есть какие-то символы, и при этом препятствия останавливаются. После этого им удается пройти без проблем. Позже они видят платформу, на которой, по-видимому, нет препятствий. Там Прота чувствует себя уверенно и беззаботно, но мы видим, что в стенах есть ловушки, поэтому он ничего не может сделать и умирает, падая в пустоту. После этого Прота оживает, но оказывается в ловушке. В яме и не может выбраться, поэтому он кричит девушкам, чтобы они убирались. Продолжайте без него. После этого им удается расшифровать схему, по которой срабатывают ловушки, в то время как Прота оглядывается, что вокруг него есть скелеты людей. Люди, которые не смогли выбраться оттуда. Позже девушки прибывают в место, которое, по-видимому, было ареной боевых действий. В этом мы видим горгулью, и Кабел объясняет, что это мумифицированные существа. Затем он замечает, что если у него удалить все внутренние жидкости, эти существа могут оставаться неподвижными в течение 1000 лет. Но войдя туда, горгулья активируется, и жидкости начинают поступать в его тело. Потом она отрывается от того места, где висела, и мы обнаруживаем, что это какой-то робот с острыми руками. В этом свете он вспоминает, как солдат, который оставил их там запертыми, перед уходом сказал ему, что его сил не хватит, чтобы победить существо, обитающее внутри. Он сказал это, явно имея в виду горгулью. Затем, во время смены сцены, Прота разбивает камни в стене, чтобы он мог подняться, и там он упоминает, что хотя он может жить каждый раз, он все еще боится упасть. После этого он снова падает и говорит, что потерял счет всем случаям, когда он умирал за этот день. На этот раз он решает попробовать еще раз, но на этот раз в темноте, чтобы сосредоточиться. И там к нему приходит много воспоминаний из прошлого, когда он был новичком в классе и никто не хотел быть рядом с ним. Потом мы видим, что он продолжает пытаться подняться, и наконец ему удается подняться наверх.
После этого Прота идет в темноте по лабиринту и находит точку входа. Положив руку, наблюдает за недавним воспоминанием, в котором мы видим Кэббел и других девушек, которые оплакивают смерть солдата, с которым у Проты были очень хорошие отношения. Позже он находит безжизненное тело солдата и сожалеет, что даже не смог присутствовать при смерти этого солдата. Он благодарит вас за совместное времяпрепровождение, а затем автоматически прощается. И во время смены сцены мы возвращаемся к битве девушек с Гаргульей. Когда существо приближается к ней, Луз замечает, что у нее на руке висит ключ, и тут мы предполагаем, что этот ключ должен для чего-то служить. После этого Кэббел начинает драться на мечах с Гаргульей, в то время как девушки убивают одну из надоедливых летучих мышей, которые явно мешали им. Затем Гаргулья пронзает Кэббел своей рукой, и она падает замертво в воду. За этим следуют девушки, которые не могут поверить своим глазам, поскольку, не будучи героиней, Кэббел не может возродиться. Затем монстр направляется к Лоо и поднимает руку, чтобы прибить его. И вот она ждет удара с закрытыми глазами. Однако поднимает глаза и замечает, что Гаргулья задержана. В этом у нее есть воспоминание о том, как Прота объяснял ей, что когда вы достигаете 10-го ранга, время останавливается кроме вас для мастера. Как раз в этот момент появляется мастер игры и просит Люка повернуть рулетку, и там мы видим, что ей предстоит роль воина. И в воспоминаниях Прота говорит ему, что когда рулетка останавливается, перед ней враг, и что она должна использовать эти секунды. Преимущество. После этого он уже не обращает на него внимания и бросается на Гаргулью, однако удар мечом не причиняет ему вреда, так как его доспехи очень прочные. Тяжело. Вместо этого он ломает ей руку, и она остается на краю платформы, собираясь упасть, но тут она встает, и обратите внимание, что ее рука восстановилась. Затем он замечает, что чудовище истекает кровью из раны, нанесенной ему Кэббел, и в этот момент вспоминает, как она на тренировках учила его, что все должно быть воткнуто в меч, чтобы он мог убивать. И после этого Люс начинает атаку, но монстр отрубает ей руку. Затем она подбирается к его голове и, держа меч в руке, которая явно была отрублена, вонзает его сверху в сердце. Во время смены сцены мы видим, что Прота ищет выход из лабиринта. Во время бега на ум приходят воспоминания о его детстве, когда он играл со своими друзьями. И тут он вспоминает время, когда, несмотря на сильный страх, он избежал нападения медведя, чтобы спасти своих друзей. Потом он вспоминает другое время, когда вместе с ними они закопали капсулу времени под деревом, чтобы выкопать ее много лет спустя. Однако это было бы невозможно, потому что некоторое время спустя экскаватор выкорчевал дерево вместе с коробкой с сувенирами. Тогда Прота задается вопросом, почему его взяли в эту игру, если он не особенный человек. Подумав обо всем этом, набирается смелости и говорит, что он самый сильный в своей группе и его долг там защищать девушек. Там Прота видит свет в конце и бежит к нему. Выйдя из туннеля, Прота потрясен, увидев девушек Аилу на земле, и говорит ему, что опоздал, так как она уже убила Гаргулью. Потом мальчик-солдат кричит Кэббелу, что он все еще жив. И услышав это, Прота снимает одежду и прыгает в воду, чтобы спасти ее. И в этот момент Кусуэ рада, что он уже идет ей на помощь. Но Лу и Юка завидуют, потому что в такой ситуации Прота сказал, что они никого не должны спасать, если не выполнят миссию, что было полной противоположностью тому, что он сделал. Однако теперь он явно спасает Кэмпбелла. Затем во время смены сцены мы видим, как она просыпается в замешательстве, и тут мальчик-солдат приходит в восторг и говорит Кэбделу, что Прота залечил ее раны. Она рассказывает ему, что он опустошил несколько емкостей с кровью монстра, чтобы исцелить ее. Он также отмечает, что после этих огромных усилий Прота очень устал и заснул. И после этого мальчик-солдат уходит, а Кэмпбелл подходит к Проте и целует его в губы. Но из окна 3 девушки наблюдают, как Кейп делает это. Ей очень жаль. Потом они спрашивают ее, почему она его поцеловала, и она отвечает, что не знает, почему она это сделала, просто она была рождена для этого. В этом случае Кейп спрашивает девушку, есть ли у Прота женихи, и она смущенно отвечает, что нет. После чего она признается им, что Прота напоминает ей его. Там Кабель комментирует, что в ее стране проводится турнир, в котором из 3000 участников сотни лучших становятся воинами, не более того. Она объясняет, что в турнире она заняла 70-е место, однако ее отец был вторым, а ее братья опустились на пару позиций ниже. По этой причине, по сравнению со своей семьей, она считает себя кем-то еще из этой кучи. Позже она объясняет, что именно по этой причине она решила сопровождать их в экспедиции, так как помимо того, что она может резать свежее мясо, она хочет повысить свой уровень борьбы с противниками. Позже Прота будет вооружен новой
говорит, что, возможно, они всегда ошибались, поскольку, возможно, слово «ты приходишь» не относится к 3 заключенным, которых они должны спасти. Скорее всего, мастер игры говорит об объекте или товаре, которым в деревне Лаладор он может торговать. Однако Кусу убеждает его не отказываться от выкупа заключенных, потому что если они не спасут его, даже если они не являются товарами, они явно умрут в любом случае формы. И после нескольких секунд раздумий Прата решает, что лучший вариант разойтись. Услышав это, девушки чувствуют, что ее явно отвергает парень, который ей не нравится. После того, как Прата замечает, что они разделятся на 2 группы, одна пойдет искать солдат, у которых есть заключенные, а другая займется поиском другого груза с судьбой на стороне БД. Однако, поскольку всем ясно, что это именно те товары, они могут не справиться с этой миссией. После этого мы видим, что группа А состоит из Люка, Кусу и мальчика-солдата по имени Муак. А в группе В есть Прата, Кабел и Юка. Затем группа А отправляется исследовать, что это за товары, которые они должны доставить в Ададор. А в группе Б они планируют устроить засаду на солдат, чтобы освободить заключенных. Но в этот момент девочки с удивлением видят, как у Праты меняется выражение лица, когда он говорит все, что явно сделает с солдатами, чтобы те их предали. Он упоминает, что собирается заставить его сильно страдать, когда они умрут. На следующий день они догоняют солдат, и Прата говорит, что они будут ждать подходящего момента, чтобы напасть на них. Позже он и Юка сидят у костра, и в этом она говорит Проте, что этот дьявол, как будто он злодей, и что он больше похож на темного лорда, чем на Юку. Герой. После этого Юка вспоминает поцелуй, который подарил ей Кабел, когда он спал, и спрашивает, считается ли поцелуй в этом месте первым поцелуем. Он отвечает, что поцелуи можно рассматривать как абстрактный опыт. После этого Прата встает, чтобы найти Кабела и освободить его от его охраны. Именно тогда Юка обнаруживает, что Прата спал в тот раз, когда Кабел поцеловал его. После этого Прата подходит к солдатам, и они явно достают свои мечи, чтобы сразиться. Однако он говорит им, что он не идет сражаться, что он просто хочет с ними договориться. Позже появляется Юка и говорит солдатам, что Прата просто хочет вести переговоры, что выгодно только ему. Затем цель, которая заключается в том, чтобы быть приверженцем религии Артероса, и говорит ему, что если они не освободят его 3 братьев по вере, они будут использовать его силу, чтобы уничтожить их, и они распространят это послание по всему миру. После этого он говорит им, что у них есть время до рассвета, чтобы все решить, и что если они прикоснутся к одному из заключенных, сделка отменяется. Позже, когда солдаты решают, что они собираются делать, появляется Юка и говорит ему, что она очень плохо ладит цель Прата. Так что если они тронут кого-то из заключенных, сделка отменяется. Который хочет передать их вам, чтобы вы, очевидно, поймали его. Тогда мы понимаем, что девушка просто ведет себя и думает, что им было очень просто попасться в ловушку. Затем она ведет их к месту, где якобы покоится Прата, однако они ей не доверяют, и один из них пронзает ее мечом насквозь. Сзади. Но пока он ждет времени, чтобы прийти в себя, она замечает, что по крайней мере ей удалось отогнать их на достаточное расстояние. И после этого они возвращаются и по прибытии обнаруживают, что Прата жег карету и пленных. Но это неправда, поскольку Прата взял только одного из солдат и замаскировал его, как будто я заключенный, а остальные куклы переодетые в их одежду. Там мы видим, что солдаты напуганы и что Прата вместе с девушкой убегают на одной из лошадей. Позже она, увидев, каким злым может стать Прата, пугается его поведения и думает, что лучше иметь его другом, чем врагом. Позже они попадают в пещеру, где заключенные находятся в целости и сохранности. Увидев их, они явно благодарят Прата и Юку за спасение их жизней. После этого Юка выходит из пещеры подышать свежим воздухом и вспоминает момент, когда Прата объяснил ей план. Там я планирую все, что они будут делать с костюмами заключенных. Однако, чтобы это выглядело убедительно, они должны были убить солдата, причинив ему боль. В этот момент она спрашивает Прата, нет ли у него проблем с тем, чтобы убить кого-нибудь в первый раз, но он отвечает ей, что скорее всего это нереальность, поскольку они находятся в видеоигре, так что это буквально не убийство кого-то на самом деле. Затем мы возвращаемся в настоящее, и Прата выходит из пещеры, чтобы поговорить с Юкой. Она спрашивает, не влияет ли на него смерть солдата, но он занимает агрессивную позицию и говорит ей, что хочет отомстить. После чего она говорит ему, что их жизнь в опасности, и они не могут беспокоиться о персонажах видеоигры. В этом они показывают нам солдата, который сгорел насмерть. Затем мы видим, что его ранг снизился с 9 до 7 из-за того, что Прата убил реального человека. Во время смены сцены солдат вспоминает, когда король поручил ему миссию по доставке заключенных.
После этого они находят его карету рядом с мертвой лошадью. И там он плачет от ярости, от бессилия, осознавая, что не оправдал ожиданий своего короля. И тут он вспоминает, как Прата жег карету и сказал им, что сделал это только из мести. Потом солдат посылает курьера, который сообщает ему о том, что произошло. После этого он думает, какое наказание назначит ему король, узнав, что они потеряли пленных. Но в этот момент появляется Кэббел и перерезает горло своему товарищу. А затем она говорит ему о том, что король потерял пленных. Рэй не накажет их, потому что она сама воздаст им по заслугам. Позже я признаюсь ему, что заключенные не мертвы, поскольку те тела, которые были сожжены, были замаскированными куклами, даже если они сожгли одного из солдат заживо. Услышав это, бросается на нее со своим топором, но ей удается увернуться. Атакой отрубает ей руки. Затем она просит его сказать ей свои последние слова, и там со слезами на глазах солдат говорит ей, что его единственным желанием был мир во всем мире. И после того, как он был убит, она говорит ему: «Я не знаю, что это значит». Это Кэбден отрубает ему голову. Затем она замечает, что они очень неправы и думают, что могут обрести мир, убив всех своих соотечественников. Поэтому она не обретет спокойствия, пока не уничтожит их всех. В следующей сцене король узнает об этой новости. Он говорит солдатам, которых он послал, что они неудачники, потому что не могут выполнить миссию. И там человек, который доставил ему послание, у которого на лбу отметина, говорит королю, что они должны что-то сделать с солдатами, которых он послал. Герои, поскольку они должны сохранять нейтралитет перед лицом этой ситуации, тем не менее они уничтожают солдат своего королевства. После этого мы видим, как Прата, Кэмпбелл и Кусуэ размышляют о том, преуспели они в этой миссии или потерпели неудачу. В этом Прата говорит девушкам, что у него есть 3 идеи относительно миссии товаров, которые он хочет попробовать. Затем поездка в карете вместе с мальчиком, в то время как девочки едут верхом на лошадях. Там мальчик благодарит Прата за все, что вы для них сделали. Мы видим, что он очень рад быть с ними и говорит, что хотел бы стать героем, когда вырастет. После этого они останавливаются, чтобы отдохнуть. Потом Кэдвелл подходит к Проте и краснеет от того, что просит его о чем-то, но когда он понимает, что там мальчик, ему становится стыдно, и он говорит, что в этом не было ничего важного. В этом мы видим, как Юка прячется, и она тоже краснеет, потому что знает, что Кабели собиралась признаться против своей любви, но ей грустно, потому что их путешествие вот-вот закончится, когда они доберутся до двери через несколько дней. После этого Юка взволнована, потому что собирается помочь Келу объявить об этом Проте, однако он просто хочет вернуться домой, чтобы поиграть в свои видеоигры. И говоря это, замечает Кела, который пристально смотрит на него. Позже Юка просит Прота поменяться местами, потому что у нее уже явно болит задница от такой езды. Но в этот момент мы понимаем, что она делает это, чтобы оставить Прота и Кэббела вместе, чтобы они могли поговорить. Тогда она изо всех сил старается, чтобы Прота и Кабел занимались своими делами вместе, как она это делает в своей видеоигре Idols под названием ВТА. После этого Кабел готовит огромного кабана для Проты, в то время как Юка считает, что это очень романтично. Поев, Юка понимает, что ничего не получается, затем подходит к девушке и кричит ей, что пора тренироваться. Однако эта техника их сближения тоже не работает. Позже вечером Прота остается один, и тут к нему подходит Кэббел и спрашивает, есть ли у него минутка для разговора. После чего она садится рядом с ним и через несколько секунд благодарит его за то, что он помог ей отомстить за смерть своего отца. Солдат в лабиринте. Впоследствии она говорит ему, что чувствует облегчение, потому что давно хотела поблагодарить его, и сразу после этого она ложится спать. И там мы видим, что Юка разочарована, потому что думала, что Кэббел буквально влюблена в Прота. Затем во время смены сцены Лукус и мальчик-солдат разговаривают с несколькими торговцами, чтобы проводить их до двери, поскольку она думает, что среди товаров, которые они перевозят, могут быть товары, о которых явно говорила Игромастер. После этого Прота и девочки наконец-то выполняют миссию по доставке товаров. Это потому, что они явно приняли правильное решение, доставив ящики с головами солдат короля. Теперь им осталось только завершить миссию по исследованию 5% карты этого мира. Выйдя оттуда, они встречают Луиса Кусуэ, который рад, что выполнил миссию, и там они комментируют, что они должны выполнить задание, так как у них осталось всего 1,5 дня. После этого девушки одновременно говорят одно и то же и о том, что им следует разойтись. В этот момент мы видим, что Прота застигнут врасплох, поскольку теперь только они хотят разделиться на группы. И тут он говорит, что ему кажется, что он отвергает девушку, которая никогда ему не нравилась, заинтересовала. Затем во время смены сцены девушки решили разойтись, чтобы заполнить пробел на карте. Прота замечает, что если он будет продолжать в том же темпе, он сможет вовремя завершить миссию, которую послал ему мастер игры. Позже Кэббел смотрит на метель снаружи
снаружи, думая о прощании с Протой, и благодарит ее за то, что она оказала большую помощь в миссии. А после этого он пожимает ей руку и убегает. После этого она вспоминает поцелуй, который он ей подарил, и желает, чтобы с ней все было в порядке. И во время смены сцены он идет под метелью, что затрудняет выполнение миссии из-за низкой температуры. Очень низко и быстро спускайся. Там он думает о том, что если он умрет от холода, он не сможет возродиться, и в этот момент он решает поднять колени, чтобы немного согреться. Потом мы видим, что девочки переживают ту же ситуацию, но им хуже, потому что у них мало дополнительной одежды, которую можно надеть. Вместо этого Прота, если у него есть, так как он может носить одежду других профессий. Однако девочки думают о трудных временах, которые они пережили с тех пор, как пришли в этот мир, и цепляются за надежду, что смогут выжить и вернуться домой. В этот момент Прота смотрит на карту и понимает, что из-за метели девочки тоже не смогли продвинуться абсолютно ни на что. Там он подсчитывает, что осталось пройти еще 10 километров, и автоматически решает продолжить прогулку. Потом мы видим девушек, которые падают в обморок от холода, и Прота думает, что если одна из них выживет, им удастся завершить миссию. Затем он думает о том, чтобы найти укрытие, чтобы переждать метель. Однако если он определит, когда она отсутствует, также маловероятно, что он замерзнет насмерть. Внезапно в снегу появляется монстр, который известен как отвратительный снежный человек, но в этом случае он ломает ему голову его когтем сзади. Но Прота быстро встает и вытаскивает свой нож, и вот он думает о том, чтобы убежать, но это невозможно из-за погодных условий. Позже ему удается убить монстра, но потом он обнаруживает, что у него были дети. Увидев это, Прота не огорчается тем фактом, что они могут умереть от голода и холода, поэтому он явно продолжает свой путь. Позже, когда он шел, Прота думает обо всех людях, которых он явно спас, хотя и не знает, почему они выбрали их для пребывания в этом мире. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы завершить миссию и вернуться домой, но в этот момент он падает с обрыва, и пока он падает, он думает о том, чтобы спасти их. Что если он умрет, все они умрут в реальной жизни. И там нам показывают уведомление о том, что Прота мертв. Затем, во время смены сцены, Юка вспоминает свой любимый сериал, когда она была маленькой, и ее желанием было быть такой же, как героини, которые смотрели это аниме. И даже если они не назовут своего имени, мы можем предположить, что этим аниме была Sailor Moon. В этом мы видим, что она устроила укрытие в снегу. Однако ей грустно, потому что она не так сильна, как волшебницы в сериале. Вот она и думает о том, как она плохо отзывалась о Проте, только чтобы понравиться девушкам, которые приставали к ней. После этого они показывают нам Проту после падения. Он открывает глаза и с удивлением видит, что смог возродиться. Это потому, что в том месте, где он упал, теплее, чем на улице. Проснувшись, понимает, что это секретное подземелье со странными символами на стенах. Позже он видит, что на полу лежат кости животных, но в этот момент до него доходит уведомление о том, что Кусуби мертв. В этом мы видим, что она находится посреди метели в форме духа, а ее тело лежит в снегу. И поскольку она видит, что не может прийти в себя, она умоляет свое тело встать. Затем во время смены сцены Лу просыпается, потому что она на мгновение потеряла сознание, и тут она набирается смелости и говорит, что выполнит миссию, что бы она ни делала. Последнее, что она делает. Пользуясь тем, что ветер не такой сильный, Лу начинает ходить. Позже он увидел вдалеке огни какого-то города и решил добраться туда, чтобы позаимствовать средства передвижения. Он внезапно останавливается и понимает, что идет по замерзшей реке. За этим следует то, что земля под его ногами трескается и ломается. В этот момент Лу мгновенно умирает, упав в ледяную воду, и вслед за этим Прота замечает, что Кусуэ и Лу мертвы, и что на этот раз они не могут возродиться. И что он явно не может умереть. Сейчас в живых остались только он и Юка. Впоследствии он продолжает продвигаться в подземелье, но обнаруживает, что путь ему преграждает обвал грунта, поэтому он должен пройти ползком по узкой тропинке. Однако, когда он выходит из туннеля, он выходит из тупиковой комнаты, и в этом он чувствует сильную дрожь, и из-под земли появляется гигантский дождевой червь. Но в этом случае Прота понимает, что этот дождевой червь на самом деле не опасен. Он даже рад, что его нашли, потому что он может пройти по тропинкам, по которым она пробирается, и это помогает ему выбраться оттуда. Даже несмотря на то, что дождевой червь испражняется по мере того, как он растет, который движется вперед. Но сзади появляется злой червь, который открывает свою зубастую пасть, чтобы съесть Прота. Во время смены сцены мы видим Юку, которая обеспокоена тем, что в живых остались только она и Прота, но тут до нее доходит уведомление о том, что Прота мертв.
Увидев это, Юка падает на одно колено, чувствуя себя полностью побежденной, поскольку у нее нет никакой надежды на то, что она сможет выполнить миссию и спасти своих товарищей. У нее внезапно возникает бред, в котором она представляет девушек из аниме, которые побуждают ее не сдаваться. Они показывают ей все случаи, когда они были на грани поражения, но никогда не сдавались. После этого видения Юка встает взволнованная, со слезами на глазах. После этого она продолжает свой путь и на этот раз представляет своего любимого кумира, который направляет ее, чтобы она явно двигалась вперед. Затем появляется женщина верхом на гигантской кошке и просит его залезть, и после этого они взлетают в воздух на кошке. И она говорит Юке, что она не героиня, а простой волшебник. В этот момент мы видим, что время, отведенное на выполнение миссии, подходит к концу, и как только таймер достигает нуля, Юка закрывает глаза со слезами. Через мгновение Эль Прота, Лу и Кусу оказываются в пространстве времени, и там они сбиты с толку, потому что не знают, кто на самом деле выполнил миссию. Потом приходит Юка, и тут он понимает, что это она спасла его. Внезапно появляется мастер игры и поздравляет Юку с успешным завершением миссии вовремя. Он говорит ей, что в качестве награды он ответит ей на один вопрос. После долгих размышлений она спрашивает его, находятся ли они в виртуальной реальности. И там мастер объясняет, что они находятся в параллельном мире, который реален и который буквально не является видеоигрой. Мастер игр говорит вам, что этот мир находится там же, где и Земля, но в многомерной вселенной. Он говорит вам, что все люди, живущие там, реальны, а единственные виртуальные — это они, и поскольку эти люди не знают, откуда они взялись. Он говорит вам, что все люди, живущие там, реальны, и что единственными виртуальными являются они. И поскольку эти люди не знают, откуда они ни с того ни с сего становятся могущественными, их называют героями. Услышав это, Прота злится, потому что мастер игры не дал ему эту информацию раньше. Потом он приходит в ужас от мысли, что убивал там людей, полагая, что это была простая видеоигра. Во время смены сцены они возвращаются в реальность, а он все еще не может поверить во все, что он сделал, просто думая, что они оказались в виртуальный мир. Потом мы видим, что он не может уснуть и замечает, что несмотря на то, что он всегда хотел, чтобы люди умирали, теперь, когда он пережил это, он все еще не может поверить, что они были в виртуальном мире. Вы можете испытывать чувство вины и чувствовать, что падаете с высоты. На следующий день в школе его сверстники удивляются, увидев, что Прота очень хороший баскетболист, и говорят, что не помнят, чтобы Прота так хорошо играл в этот вид спорта. На той же площадке Кусуэ тоже играет в волейбол с другими девушками, и в какой-то момент мяч ускользает от нее, но Лу возвращает его. И там она говорит ему, что рада, что они играют, а не просто смотрят, на что Кусуэ отвечает, что, похоже, она набралась сил физика в реальной жизни. И Лулия говорит, что она тоже чувствует себя намного легче из-за всех этих усилий, которые они приложили в другом мире. Это потому, что очки опыта, которые они увеличивают, уже приносят им лучшие навыки в этом мире. Затем Кусуби замечает, что хотя он улучшил свои результаты, он все еще истощен из-за своей болезни. Они смотрят на очень молчаливого Прота и упоминают, что с тех пор, как они вернулись, он не хотел разговаривать ни с одной из них. Однако девушки понимают, что он так себя чувствует, потому что убил человека, сжигая его заживо, и я до сих пор не могу этого забыть. По дороге домой Прота получает сообщение от мастера игр, который спрашивает его, что он чувствует теперь, когда знает, что убил кого-то настоящего. После этого он удаляет его и приходит домой изменившимся, так как он не знает, почему мастер игр написал ему сообщение. И в основном потому, что он поставил его в неловкое положение. Это так жестоко. Потом ты обнаруживаешь, что в комнате есть девушка. В этом случае Прота пугается, не зная, кто она, но понимает, что это мастер игры, который использует тело девушки. Тогда ему признаются, что он убил солдат, потому что эти люди были злыми, они обманули их в лабиринте и даже убили его. Охранник Кэбела. Однако упоминает, что несмотря на то, что они были злыми, они верили, что творят добро и выполняя приказы короля. После этого девушка спрашивает его, не хочет ли он, чтобы я рассказал ей о последнем игроке, который присоединится к ним. Ему это интересно, но прежде он хочет знать, почему она попросила его пофлиртовать с Юкой на старте. На что мастер Агами отвечает ему, что в данный момент он не может ответить ей на этот вопрос. Затем девушка дает ему кепку и говорит, что она проведет его, чтобы познакомиться с новым игроком, который присоединится к ним в следующей миссии. И во время смены сцены мастер игры ведет его в китайский ресторан. Там он показывает парню, сидящему за стойкой, и рассказывает ему о том, что до недавнего времени он был торговцем наркотиками. Затем он предупреждает его, что через несколько секунд новый игрок по имени Кейта войдет в дверь и убьет бывшего торговца. К тому же его брат тоже замешан в этом. Впоследствии мастер показывает ему, что Кейта собирается убить парня в баре,
потому что его босс заставил его поверить, что он может его убить и что он может убить его. Никаких последствий. Внезапно входят несколько человек в капюшонах и дерутся, готовые убить парня. Увидев это, вмешивается Прота и пытается объяснить им, что убивать нехорошо. Однако они игнорируют его и нападают на него, поэтому у него нет другого выбора, и он начинает избивать их в этот момент. Затем он снимает капюшон с нового игрока и говорит ему, чтобы они уходили до прибытия полиции, но в это входит босс Кейты и направь на Прота пистолет. Там девушка вручает ему перчатку, с помощью которой он может использовать свои потусторонние силы. После чего Прота быстро надевает ее, вызывает силу биологического мага и наносит удар боссу Якудза. Впоследствии он говорит братьям бежать, прежде чем их арестуют, и в этот момент босс оказывается на земле и достает пистолет, чтобы выстрелить в Прота. Но Кейта бьет его ногой по руке, направляя на него пистолет. Там Якудза спрашивает его, почему он предал его, если он был тем, кто поддерживал его жизнь все это время, но мальчик отвечает ему, что он трус, потому что его избил мальчик. И поскольку он не смог защитить себя, он хочет выстрелить ему в спину. Затем Кейта пинает его на землю и убегает вместе со своим братом. В следующей сцене Прота с мастером игр на крыше здания. Вчера он сказал ему, что теперь понимает, почему тот заставил его войти в ванную, где они приставали к Юке, так как из-за того, что он разбил телефоны девушек. Обнаженные фотографии Юки и его друзей были в сети. Юка так и не появилась на свет. И таким образом она смогла завершить миссию в другом мире, а затем вернуться без каких-либо проблем. После чего Прота замечает, что то же самое произошло с мальчиками минуту назад, учитывая, что если он не вмешается, их арестуют. Благодаря этому теперь они могут ценить свою свободу. Затем она спрашивает Прота, что он думает о ценности человеческой жизни, и там мы видим, что Прота снова говорит как злодей. И он отвечает ей, что светловолосый мальчик кажется ей глупцом из-за того, что позволил уговорить себя убить кого-то, и она отвечает: «Я не знаю, что ты имеешь в виду». Он говорит о том, что помог ему только потому, что это будет новый игрок в другом мире. Впоследствии мы видим разные сцены, в которых Люк, Юка и Кусуэ шокированы, узнав, что они только что арестовали вооруженного человека в городе. Однако она и представить себе не может, что Эль Прота действительно был замешан в этой ситуации. После этого девушка говорит Эль Проте, что ее слова звучат так, как будто их произнес интернет-ненавистник. Затем она спрашивает его, кто, по ее мнению, все это сказал. Услышав это, Прота отвечает мастеру игры, что хотя он знает, что он всего лишь сопляк, который считает себя лучше остальных, как и все остальные. Крысиный мальчик, он борется за все, что считает правильным, и всегда будет так поступать. И во время смены сцены он показывает нам историю Кейты, а также историю его сводного брата. Там мы видим, что они беспокоятся о своей матери, потому что она алкоголичка, а затем мы узнаем, что это из-за того, что босс Якудза избивает их, а также мимоходом угрожает им, если они не будут в порядке. Они не выплатили ему всю причитающуюся сумму. Там он предлагает парням работу, чтобы они могли выплатить ему долг, и эта работа заключалась в том, чтобы убить крутого парня, который был в китайском ресторане. Однако Кейт благодарна, что Прота был в тот день, чтобы помешать ему, хотя ей очень любопытно узнать, кем был этот таинственный парень, что он мог очень легко победить их. После этого Прота находится в классе, ни с кем не разговаривая, как обычно. Там друзья Лу хвалили ее за то, как хорошо прошла новая кампания в качестве модели. На этом мы видим, как Усу выходит из салона, и Лу говорит ей, что они увидятся позже. После чего Прота слышит, как ребята в классе комментируют, что им кажется странным, что Лу встречается с Кусуэ, поскольку в то время как одна из них королева школы, другая учительница. Он не видим. Позже он в своей комнате играет в видеоигры, и там он вспоминает комментарии сверстников о Луисе Кусуэ и пытается думать, почему они выбрали их героями в другом мире, поскольку ни у кого из них нет ничего общего. И в этот момент они снова телепортируются. Прибыв туда, мы видим, как новый мальчик проходит через все то, через что они уже прошли, например, падает в реку и его преследует морское чудовище. И пока девочки бормочут о внешности Кейты, появляется мастер игры и поручает ему следующее задание, который должен представить Гифон Бао в Байкадемии. Там они сбиты с толку, потому что не знают, что означает ни одно из этих слов, которые они только что произнесли. Потом они замечают, что среди новых изменений это когда они умрут, что теперь им потребуется 50 секунд, чтобы возродиться, а не 40. Кроме того, они смогут использовать опцию быстрого перемещения, которая позволяет им телепортироваться в любое место в этом мире, в котором они уже побывали. Затем мастер вращает рулетку, чтобы выбрать роль нового мальчика, и в этом мы видим, что он играет роль воина Ланза, и Прота расстраивается, потому что до сих пор не знает, где он находится. У этого парня было занятие получше, чем у него.
Тогда Кейта злится на Эль Прота, потому что он не хочет тратить время на то, чтобы объяснять ему, как устроен мир. А Элу говорит ему, что они находятся в мире, где они герои, и если они не выполнят миссию, они умрут в реальной жизни. После чего Кусуэ говорит ему, намекает, что он переусердствовал, однако мальчик упоминает, что ему все равно, если они ему не объяснят. Он просто продолжит игру во всем, что бы они ни делали, потому что, поскольку он не закончил среднюю школу, он не может понять сложных вещей. А после этого вызови Прота на дуэль. Перед боем Кейта просит его применить ту же силу, что и при победе над боссом Якудза. После этого мы видим, что Проте скучно, потому что он думает, что его будет очень легко победить. Впоследствии он использует силу биологического мага и заставляет мальчика встать на колени, но тут Кейте удается снять с него чары и дает ему пинок, который отбрасывает его прочь. Затем он наносит еще один удар по земле, и Прота говорит ему, что последний был ненужным. Позже они телепортируются в город Картанел. В этот момент герои впечатлены тем, насколько полезны быстрые поездки, однако они могут использовать их только раз в 24 часа. Затем они направляются в замок, чтобы навестить Кэббел, и когда находят ее, она потрясена, увидев их, потому что прошло 15 лет. В этом Прота удивлен, так как для них прошло всего 2 недели. И тут мы понимаем, что у Кавилла было 2 детей. Позже в этой сцене Эль Прота думает, что она очень сильно изменилась, но раньше ей просто нравилось резать свежее мясо, вместо этого теперь она очень любящая мать. Там Кейп рассказывает ему, что 15 лет назад она перестала работать в рыцарском ордене, потому что потеряла руку на войне. Битва против солдат короля. После этого он вытаскивает свою искусственную руку и замечает, что из-за этого он стал слабым и, к сожалению, не мог продолжать сражаться. И чтобы подбодрить его, они говорят ему, что иметь детей и воспитывать их намного сложнее, чем сражаться. Во время смены сцены Эль Прота и Кэббел вместе смотрят на рассвет, и она берет его за руку и говорит ему, что хотела хотя бы раз увидеть рассвет с ним. Но по прошествии стольких лет потеряла всякую надежду увидеть его снова. Потом она рассказывает ему о том, что смогла выжить все эти годы благодаря воспоминаниям о долгом путешествии, которое они совершили, и там он упоминает, что они оба очень похожи. На что она отвечает ему, что в то время они очень хорошо дополняли друг друга. После этого Кэббел спрашивает его, рассказывал ли ему кто-нибудь о том времени, когда он потерял сознание, но Прота говорит ему, что никто ему ничего не рассказывал. А затем она упоминает ему, что тот факт, что они не рассказали о том, что произошло, несколько расстраивает, и в этот момент Кавел принимает это за чистую монету. За руки и целует его. Потом со слезами на глазах она говорит Проту, что он ей понравился и что он сожалеет о том, что состарился раньше. Там мы видим, что Лу, Юка и Кусу прячутся и подслушивают разговор. Позже они очень опечалены всем, что они услышали между Протой и Кабелом. Затем появляется человек по имени Секас, которого Кусуби спас в детстве, но теперь он мужчина, и он благодарит Кусуби за то, что он спас их деревню от тролля той ночью. И увидев это, его глаза расширились. Глаза наполняются слезами, и он спрашивает ее, как у нее дела. В следующей сцене он прибывает на лодке на остров под названием Гифонг, и там его встречает девушка с баннером. Однако она разочарована, увидев, что это не те наемники, которых она ожидала. Позже она объясняет героям, что здешних коров зовут Гифон Баффа, что они названы в задании, которое им дал мастер игры. И там они узнают, что должны доставить одну из этих коров на праздник урожая. Называется Вакадамия, чтобы они могли выполнить задание. Выполняйте миссию. Однако девочки отмечают, что в этом году они не смогут отпраздновать фестиваль, так как на остров вторглись какие-то пожирающие людей орки, и чтобы они не съели жителей. Они предлагают им своих коров на корм, поэтому они стали их рабами, так что ясно, что они не будут есть. Съешьте их. Потом они говорят, что количество орков на острове увеличивается, и вскоре у них кончатся коровы, чтобы предложить им. Потом девочки просят героев убить орков и прежде всего королеву, которая является лидером. В этот момент мы понимаем, что шпион подслушивает и сообщает королеве новость о том, что несколько парней прибыли на остров, и что они явно планируют убить их всех. Во время смены сцены герои предлагают присоединиться к наемникам и сражаться вместе. Там они встречают командира по имени Кантил, который рад, что они помогут им в этом деле. Позже он тренирует их и говорит им, что оружие орков – это их кулаки, так как одним ударом они убьют их мгновенно, вот почему они должны атаковать и отступать быстро. Впоследствии Канти говорит Проту, что с его поварским оружием он умрет первым, так как они очень короткие. После этого мы видим, что Луи Кейта единственные, кто способен сражаться с орками, но ни он, ни Кусу, ни Юка не имеют права.
Тут Прата злится, понимая, что у него недостаточно сил для битвы, поэтому он убегает тренироваться, чтобы повысить свой уровень и выбрать новая, более мощная роль. Позже он говорит двум сестрам, что они хотят работать в поле, чтобы увеличить свои очки опыта, так как в этом месте нет троллей или гоблинов, которых можно было бы тренировать. Они удивлены, увидев, что Прата очень хорошо собирает урожай. Он рассказывает ей, что в детстве научился работать в поле в доме своих бабушки и дедушки. В тот момент произошла дрожь, и фрукты портятся, падая на землю, поэтому они говорят ему, что любое движение, которое он делает, плоды падают и не могут получить питательные вещества, необходимые для его созревания. Потом девочки объясняют ему, что раньше они использовали коровий навоз в качестве удобрения, но больше не могут этого делать, потому что все коровы отданы оркам. Тут Прата понимает, что кормление орков также влияет на сельское хозяйство этого места. В этом он упоминает, что поскольку остров состоит из вулканической почвы, в земле недостаточно питательных веществ, поэтому они должны искать замену коровий навоз. Позже Прата находит решение, которое состоит в том, чтобы смешать немного муки, а также несколько скорлупок и подождать, пока они разложатся, а затем разложить их по полю. После этого девушка в голубом злится, потому что думает, что он смотрит на грудь своей сестры. Потом девушки расслабляются и признаются, что несмотря на то, что им 25 и 27 лет, они не могут делать то, что делают девушки их возраста. Это потому, что они должны оставаться девственницами, чтобы иметь возможность участвовать в церемонии, которая проводится на острове. И из-за того, что мужчины и женщины в возрасте от 25 до 27 лет не могут делать то, что делают девушки их возраста. У орков больше нет молодых девушек, которые могли бы их заменить. Услышав это, Прата говорит, что ему нужно повысить свой уровень, чтобы помочь им. Затем он начинает готовить и вносить удобрения, чтобы повысить свой ранг повара. И во время смены сцены мы видим, что Лу и Кейта тренируются, в то время как Кусуэ раздает еду, а Юка отдыхает. Там люди требуют его у наемников, потому что те платят ему деньги, чтобы он уничтожил орков, но они еще никого не убили. Но как раз в этот момент появляется орк, и они бросаются на него. Там Лу и Кейта бросаются в атаку, но орк убивает их очень быстро. Пока он ждет времени, чтобы прийти в себя, с удивлением видит, как наемники нападают на него и отрубают ему пальцы на одной руке, а затем убивают его, вонзив меч ему в затылок. И в этом она понимает, что это способ уничтожить их, но еще 14 орков все еще отсутствуют. Позже горожане обсуждают между собой, что есть предатель. Там все начинают не доверять друг другу и обвинять девушек в найме наемников. Они говорят, что до прибытия наемников на острове был мир. В этот момент воин с острова по имени Танзамер кричит мужчинам, чтобы они заткнулись, и просит их сразиться со своими предками, чтобы превратить остров в рай, каким он был раньше. Услышав это, мужчины воодушевляются и решают бороться за честь. Вот генерал Кантиль удивлен, увидев, что этому субъекту удалось переломить ситуацию и заставить народ поддержать их. Позже мы видим, что шпион собирается сообщить им, что один из орков убит, и все они уходят в слезах, клянясь, что отомстят. Во время смены сцены Прата продолжает собирать фрукты, чтобы повысить свой уровень. Внезапно появляется мастер игры, потому что он достиг 10-го ранга биологического мага. После этого мастер поздравляет его и крутит рулетку, чтобы выбрать себе новое занятие. Там мы видим, что на этот раз ему предстоит роль кузнеца, поэтому он снова разочарован, так как он заставил себя больше, чем остальные. И всегда играет плохие роли, когда поднимается по служебной лестнице. Впоследствии Прата заявляет мастеру игр, что он жульничает, но тот автоматически увольняется и уходит. В этом он замечает, что среди его новых способностей умение создавать оружие, и тут он вспоминает, как Эдвилл сказал ему, что этот остров славится изготовлением оружия кустарного производства. Во время смены сцены девочки приводят Прата к его дедушке, который является кузнецом, чтобы он научил его всему, что касается создания оружия. Вчера ему удалось создать специальный топор с этим колом в задней части, чтобы убивать орков. Увидев это, герои и наемники поражаются его новым навыком. Затем он говорит Кусуэ и Юке, что вернется в мастерскую, чтобы изготовить для них одну из них. Позже Кусуэ смотрит, как Прата работает без перерыва, и в этом появляется командир Кантил. Он рассказывает, что он единственный выживший в разрушенной стране, и комментирует, что чувствует себя виноватым за то, что не смог спасти людей. По этой причине наемники и жители острова очень хорошо готовятся к нападению на орков, так как командир и его подчиненные были убиты. Он не позволит большему количеству людей, находящихся на его попечении, умереть. Однако в этот момент они получают известие о том, что орки атакуют гавань острова. Затем, во время смены сцены, мы видим наемника по имени Рейс, рассказывающего свою историю. Этот рассказ
рассказывает, что с детства его мечтой было сражаться за армию командующего Кантила. Однако Элли и его брат были слишком слабы, чтобы быть там, но однажды бандиты напали на их страну и убили всех, кроме него и немногих, кому удалось спастись. Там мы видим, что все герои внимательно слушают историю Райса у костра, и Прата думает, что несмотря на то, что этот мальчик пережил настоящий ад, он рассказывает свою историю с очень хорошим юмором. После этого мы увидим битву с орками в гавани. Там Лу и Кейта идут в атаку, но когда они пытаются прибить к ним свое оружие, оно ломается из-за того, что у них очень твердая кожа, и после этого орки быстро убивают их снова. Внезапно стрела пронзает голову одного из орков, и в этот момент Шантилье и остальные удивляются Зеленому, что это был Прата, который выстрелил в него из специального лука, который он сделал сам. Затем Райс бежит, чтобы привлечь внимание орков и позволить Проте вернуться, перезарядить свое оружие и снова выстрелить. Тут он думает, что Райс отлично справляется, и после этого орк снова стреляет в него. Позже все восхищаются великолепной работой, проделанной Прото и Райсом, и там Кантил разрабатывает план, чтобы они больше не застали их врасплох. Потом мы видим, как Прата создает эксклюзивное оружие для Кусу и Юки, предназначенное для стрельбы на расстоянии. Вслед за этим приближаются два орка, но вскоре Прата и Райс бегут, чтобы отвлечь их. Там Юка направляет Кусубе, чтобы он хорошо прицелился, и ей удается пронзить орка колом. И в этот момент Юка достигает 10 уровня, и после того, как мастер игры вращает рулетку, она получает очень хорошую роль охотницы. В этом она взволнована, потому что теперь она больше похожа на одного из ее любимых персонажей. Потом, когда орк лежит на земле, деревенские жители вонзают ему стрелы в тело, а позже Прата пытается убить одного из них своим оружием. Однако наносит ему лишь небольшую рану, и орк убивает его, раздавливая его руками. После этого он начинает бросать камни в стену, и ему удается ее сломать. Там Райс пытается проткнуть его своим мечом, но тот ломается. После этого мальчик вспоминает лицо своей матери и чувствует покой. Затем Рейс умирает от удара орка. Затем Прата прыгает и убивает орка, воткнув кол ему в голову. Вот и Прата бежит, чтобы отвлечь орка и позволить девушкам убить его. За этим они идут туда, где находится Райс, который агонизирует на земле, и увидев героев, мальчик спрашивает его, выиграли ли они бой. На что Прата отвечает, что выиграли благодаря ему он. Вот Рэй гордо улыбается, потому что наконец-то он может похвастаться перед своими товарищами, что сражался на стороне командира Кантила. И в конце концов мальчик умирает, держась за руки с Протой, который безутешно плачет, как Кусу и Юка. Потом ты сообщишь наемникам о смерти Рейза. Вот они и опечалены, и Кантил благодарит мальчика, говоря, что они увидятся в подземном мире. После этого мы видим, как герои убивают единственного орка, вторгшегося за стены, и там они отмечают, что их осталось только 5. После этого Прата планирует отправиться за боеприпасами к старому кузнецу, а затем отправиться защищать беданов в их пещере, поскольку эти женщины необходимы для выполнения миссии. Затем они проходят мимо могилы Рейза, и Прата делает реверанс. Увидев это, девушки делают то же самое, и после этого он продолжает свой путь. Потом он с командиром Кантили, внезапно появляется королева орков, которая направляется к лодке, где спрятаны дети острова. Она решает, что убьет детей так же, как они убили ее собственных, и по этой причине единственное, чего она хочет, это отомстить, поскольку дети, которых она любит, не могут ее убить. Островитяне были теми, кто предложил пакт о ненападении, если они передадут им коров для кормления. Но жители острова нарушили эту сделку. Услышав все это, Луз в шоке, а затем на смене сцены герои поспешно убегают. В этом случае Прата начинает защищать орков, потому что если бы они захотели, они могли бы убить всех людей, но они соблюдали договор о получении коров взамен не причинять им вреда. Но все изменилось, когда количество орков увеличилось, и жители острова решили их убить. Затем во время смены сцены королева орков говорит командиру Кантили и Ло, что вопреки тому, во что многие верят, люди действительно жестокие и безжалостны. После этого она нападает на них, но и командиру, и девушке удается отбиться, и они ранили ее в спину. Позже Прата и герои прибывают в деревню, и там мы видим, что на них напали орки, но они смогли убить одного, а другой убежал с какой-то раной.
Затем Прата пытается вылечить одного из наемников, но у него недостаточно силы. Затем они идут к мастеру-кузнецу, который производит боеприпасы, и в этом Кусу и Юки объясняют Ките, что колья, которые делает кузнец, не могут использоваться героями. Единственные боеприпасы, которые они могут использовать, это те, которые производятся Проута. Поэтому один из мужчин решает остаться там, чтобы перезарядить оружие, и чтобы из него можно было стрелять. После этого мужчины благодарят Кусу за то, что он был добр к ним. На этом Кейта приказывает остальным сопроводить их в пещеру Лабидан. И вот он приближается гордый Прото, потому что люди острова выполнили его приказы. Затем он говорит ей, что если бы она была там, он бы сразу влюбился в нее. Позже мы вернемся к битве с королем орков. Там Кантили и Лу разрабатывают план, чтобы сбить ее с толку, и у нее это очень хорошо получается. Но в этот момент происходит сильное землетрясение из-за вулкана, который вот-вот извергнется. Потом нам показывают раненого наемника с байданами, которого явно лечат. Однако вы должны быстро вытащить раненых, потому что это место вот-вот обрушится. Впоследствии вулкан начинает выбрасывать большие огненные валуны, которые убивают одного из людей. И после этого мы видим, что, как и этот, Кейта также погибает, ударившись о камень. Во время смены сцены Лу беспокоится о детях, находящихся на корабле, так как они могут быть сбиты камнем, и по недосмотру виселица бросает в него камень, который попадает в лодку. Это отрывает ему часть тела. Затем, уже мертвый, бросая ее в воду. На это уже нужно подождать 50 секунд, чтобы прийти в себя. Однако, поскольку ее тело погружено в воду, она не сможет этого сделать. И тут она понимает, что вода отступает из-за землетрясения, и поэтому произойдет цунами, которое может уничтожить остров. Увидев это, одна из сестер поет песню, которая заставляет вспомнить трагедию, которая произошла 800 лет назад. В этот момент мы видим, как мужчины плачут, слушая эту песню, в то время как гигантские волны поднимаются, чтобы обрушиться на остров. Впоследствии земля разверзается, и лава вулкана начинает выходить на поверхность. Потом мы видим, что Прата и Кейт ищут людей, которые оказались в ловушке в пещере, и оттуда выходит одна из сестер вместе с мужчинами. Она говорит, что вспомнила, что был секретный проход, через который они могли выбраться. После этого они попадают в замок, где прячутся орки. Там Прата предлагает девушке разрушить замок, чтобы убить орков внутри, но она расстроена, услышав его план, и говорит, что они ничего с ним не сделают, так как он был построен вашими предками около 400 лет назад. Он выдержал извержение вулканов и землетрясения, и все же остался на ногах. Услышав это, Прата уходит, чтобы найти лучшее место для битвы. В этом Кейта говорит девушке, что Прата думает только о своих целях, как если бы они были машиной. Потом мы видим, что сестры произносят речь надежды, и хотя они находятся в разных местах, обе говорят одно и то же. Там со слезами на глазах они говорят, что если остров рухнет, они снова построят и будут усердно работать, чтобы вернуть его, как это сделали их родители-предки. Тогда мы видим, что люди плачут из-за слов девушки, но в этот момент вулкан извергает сильную вспышку в их сторону. Небо, и оттуда выходит гигантский дракон. Во время смены сцены мы видим, что история королевы орков рассказывается в тот момент, когда несколько человек напали на ее деревню и убили многих из них, а затем похитили ее и заперли в клетке. После этого ему удалось сбежать, но вместо того, чтобы бежать, он решил вернуться на корабль, чтобы вернуть свою семью. В этом мы возвращаемся в настоящее, и Прата понимает, что по небу летит дракон, однако его главная цель — уничтожить орков. И у него уже есть план, как это сделать, пусть они выйдут из замка. Там они заставляют людей привлекать внимание орков, чтобы когда они будут рядом, герои уничтожили их. Этот план работает, и Проте и Ките удается причинить им вред, хотя в конечном итоге орки убивают всех одинаково. В этот момент, когда один из них поворачивается, чтобы вернуться в свое убежище, Прата понимает, что у него на спине висит его дочь. Позже одна из богданских девушек признается ему, что они с сестрой прочитали книгу, чтобы узнать все о орках. Услышав это, Прата просит его рассказать ей, что он о них знает, и там она комментирует, что у орков есть свой собственный язык, однако она говорит только на нем «ты знаешь одно слово». В этом Прата взволнована, потому что благодаря этой информации она придумывает новую стратегию атаки, которая заключается в том, чтобы она сказала им это слово на их языке, чтобы привлечь их внимание. Однако девушка краснеет от смущения, потому что единственное слово, которое они знают на языке орков, это. Во время смены сцены мы видим, как королева орков прибывает на корабль, где явно прячутся дети острова.
Ее план состоит в том, чтобы найти свою семью и накормить этих детей во время путешествия, но внезапно она спрыгивает с корабля воина Тансаммар, чтобы помешать ему унести себя детям. Затем мы меняемся местами, и Прата, Кейта и девушка готовы выполнить новый план. Там Кейта хвалит его, говоря, что он придумал отличный план, а затем говорит ему, что он потрясающий. Услышав это, Прата думает, что он никогда никого не хвалил. Напротив, этот мальчик с легкостью подчеркивает достоинство людей. Потом он думает, что наверняка по этой причине он одинокий человек и у него нет друзей. После этого девушка начинает пронзительно кричать на орков, и ей удается привлечь всеобщее внимание. И пока это происходит, Кейта громко смеется, так что кажется забавным, что девушка 27 лет кричит это. Быстро Эль Прата и Кейта бросаются в тележку, наполненную лавой, и этот убивает орка, пробив ему голову из своего пистолета. После чего Эль Прата направляется к другому и обливает его лавой, нанося ему сильные ожоги, а затем хватает девочку орка и убегает. Потом мы видим, как другая сестра Вайдан понимает, что дракон крадет ее энергию. Во время смены сцены королева орков сражается с воином Тисаммар. Она не нападает на него, потому что у этого большой меч, однако в этот момент приходит гигантская волна, и он падает. Поэтому орк пользуется моментом и забирает свой меч. Но когда она собирается убить его, появляется Лу на доске для серфинга. Там королева удивлена, потому что думала, что я умер. В тот момент это показывает нам, что Лу не мог возродиться под водой, но с наступлением прилива он смог вернуться. В этом он уже нападает на королеву, но на этот раз он попытается разрезать ее на части, так как ее кожу очень трудно пробить. Позже Кусу помогает кузнецу, который не может дышать из-за того, что много работал над изготовлением боеприпасов. После этого Юка получает колебания, которым я вытаскиваю из него труп орка. Вот она бросается на Кусуэ, но очевидно стена разрушается, и она умирает, будучи покрытой лавой. Потом мы возвращаемся к битве между Лу и королевой орков. Ее тело покрыто небольшими ранами, которые явно нанесла ей Лу, но в этот момент королева снова убивает ее, и пока Дул оживает, орк направляется убить воина. Однако в этот момент Кушуэ и кузнец стреляют ему в спину. После этого он выглядит удивленным, что волны вынесли его на берег острова, даже не заметив этого. Там мы видим, что королева тяжело ранена и со слезами на глазах думает о том, что она должна защитить свою семью. Впоследствии у нее осталось счастливое воспоминание, где она была рядом со своими детьми, и сразу после этого воин берет свой меч и вонзает его себе в живот, падая с корабля. В конце концов королева орков умирает, но как раз в этот момент корабль начинает погружаться в лаву, и воин Тансаммар умирает от ожога, пытаясь столкнуть его. Затем во время смены сцены Прата убегает из замка с девушкой на плече, в то время как орк преследует его. После этого он бросает девушку в лаву, и орк ловит ее, прежде чем она упадет. Однако он понимает, что Прата уже убил его дочь, и именно тогда орк терпит поражение, и Прата толкает его, и тот падает на ламу. Во время погружения подними руки, чтобы девочка не обожглась. При этом она просыпается в слезах, увидев своего отца, и орк становится счастлив видеть ее живой хотя бы на мгновение. После этого орк тонет, и они вместе сгорают дотла. Впоследствии мы видим, как Прата чувствует себя плохо из-за этого, однако он думает, что это было необходимо сделать, чтобы выполнить свою миссию. И там он признается, что хотя он герой, которого меньше всего заботят люди, на самом деле он слабее, чем любой другой. Позже Эль Прата встречается с Кейтой и другой сестрой из Багдада. Она рассказывает ему историю о том, как королева орков прибыла на остров, и упоминает, что она была схвачена и заперта в клетке, но по пути ей удалось сбежать. Однако, когда он прибыл, там никого не было, и на лодке также не было следов крови, так что это говорит о том, что люди прыгнули в воду, чтобы их не съели. Из-за чего они никогда не узнают, так это куда они вели королеву орков. После этого Прата спрашивает девушку, что еще произошло на острове, пока он был в замке. И она комментирует ему, что благодаря силе, которой обладают беданы, она может заметить, что дракон вулкана. Он поглощает энергию каждого. Там он надевает волшебную перчатку и понимает, что то, что он говорит, правда, и в этом Кейта уверяет девушку, что герои начнут расследование как можно скорее. После этого нам показывают дракона, получающего энергию, и лысого мужчину со странными отметинами на лице, который явно контролирует его. Во время смены сцены они рассказывают нам историю воина Тансаммар, где он рассказывает, что с детства ненавидел на этом острове, однако, несмотря на это, он все еще не оправился. Там у них никогда не было проблем или войн, но позже он решил стать наемником и, покинув Гифон, обнаружил, что это место было самым спокойным из всех,
потому что там не было войны. Танзамер отмечает, что это открылось ему за те 15 лет, что он не работал наемником. Поэтому, когда он вернулся и обнаружил, что остров захвачен орками, он сражался не из любви к острову, а чтобы восстановить спокойствие, которое у него было в прошлом. Позже Эль Прата и Кейт исследуют гору и встречают лысого мужчину, который управляет драконом. Этот выдает себя за хорошего человека, и герои рекомендуют ему укрыться в другом месте, так как вулкан выбрасывает камни очень токсичные газы. После этого они находят дракона, который крадет энергию, и увидев их, он запускает вспышку в Кейту, который немедленно умирает. Там Прата начинает убегать, но замечает, что дракон не сходит с вершины этой горы, чтобы явно не тратить энергию. И думает, что если этот дракон не сможет убежать, он не сможет убежать. Он много двигается или бросает силы и терпит неудачу, он не сможет продолжать сражаться. Затем один из наемников спрашивает Баян по имени Лама, достаточно ли у нее сил, чтобы сразиться с драконом. Она говорит ему, что ее магии недостаточно, так что если она знает, что это кто-то, кто использует заклинание, чтобы украсть энергию у всех, из-за чего она теряет энергию. Если он узнает, что это за заклинание, я могу его изменить. После этого Прата сбегает с горы и находит Лысого, который все еще там. Увидев, что он ничего не говорит, взваливает его на плечо и продолжает бежать, чтобы унести его в безопасное место. На этом он начинает смеяться и говорит Проте, что он его обнаружил. Позже на его лице появляются отметины, и он говорит, что его зовут Драконий Епископ, и что он был тем, кто вызвал дракона до рассуди. Затем Прата бросает его и начинается бой. В этом случае Прата использует свое поварское оружие и атакует Бишопа, но тот может контролировать энергию и убивает его, бросая в него огненные шары. После чего он оживает и бежит прятаться за скалой, и в этот момент он замечает, что Кейта стоит на камне и прыгает к Лысому, чтобы вонзить в него свой меч, но тот уклоняется от него. Затем Бичо совершает еще одну атаку и убивает вас обоих вместе. Затем она направляется в Лас-Бедан, и по прибытии туда она нападает на Джо, и она быстро убегает, пока он преследует ее, бросая в нее силы. В этом она спрашивает его, почему он нападает на нее, если он житель острова. Он отвечает ей, что в этом нет ничего личного, но он должен убить ее, чтобы потом позаботиться о героях. Там Джо в замешательстве, потому что ясно, что этот парень по имени Раджи был вундеркиндом с самого рождения и внес большой вклад в развитие острова. Однако она не знает, как он научился использовать магию и перешел на темную сторону. В этом Раджи дает ему еще одну силу, но вмешивается Прата и останавливает атаку кухонной сковородой. Впоследствии он берет ее за руку, и они вместе убегают. И тут девушка не понимает, почему он ее спасает. В этот момент Прата собирается ей что-то сказать, но она думает, что он собирается поцеловать ее, и подставляет губы, чтобы поцеловать его. Однако, что она собиралась сделать, так это рассказать ему о своем плане. И вдруг Лысый появляется напротив и собирается бросить в него силу, но прежде Прата достает волшебную перчатку и вместе с Джо объединяет силы, чтобы сразиться с ним. В этот момент Кейта пронзает его руку, и епископ убегает верхом на драконе. Там девушка лежит на земле, покраснев, и говорит, что на мгновение подумала, что Прата поцелует ее. После этого Кейта вспоминает, что Гарри стоял на камне-символе. Услышав это, Джо замечает, что это заклинание, которое он произносит, рисуя символ гексаграммы. Затем они направляются к месту и стирают отметку. После этого другой Богдан находится рядом с молодым наемником. И как и его сестра, они тоже это понимают, и они идут на сайт, стирая символы. Там он объясняет, что это называется гексаграммой, и упоминает, что Гарри наверняка поставил 6 таких меток по всему острову, чтобы завершить это заклинание. И по этой причине он крадет энергию у всех людей. Но для того, чтобы это закончилось, они должны стереть остальные гексаграммы, хотя они буквально не знают, где они находятся. И учитывая, что это остров, они могут быть где угодно. Там наемник рассказывает Яне о том, что он рисовал ей карту острова и замечает, что ему больше нравится рисовать, чем быть наемником. После этого мальчик рисует окружность и обнаруживает точки, где остаются оставшиеся 4 отметки. Во время смены сцены мы видим, что ему удается стереть их все, и, наконец, заклинание снимается, в результате чего гигантский дракон становится очень слабым и возвращается в вулкан. Впоследствии мы видим всех жителей, которые счастливы, потому что на острове снова воцарился мир. И потому что орков больше нет, и кроме того проблема с вулканом и драконом решена, и хотя епископ Буёв, люди надеются, что он не вернется. После этого Прата вспоминает Таншамера и говорит, что они не смогли бы победить орков без его помощи, и девочки плачут, увидев, что он окаменел в скале, будучи покрытым лавой.
Впоследствии Прата благодарит вас и всех тех, кто погиб в битве за вашу самоотверженность и храбрость. Затем в восточной части сцены проходит фестиваль Багдамии, и герои приносят в жертву корову для выполнения миссии. В этом он благодарит Джо за всю его помощь, но Прата говорит ему, что они сделали это только потому, что у них не было другого выбора, а не потому, что они этого хотели. А она отвечает, что не имеет значения, сделали ли они это с таким намерением. Точно так же она всегда будет помнить об этом и рассказывать будущим поколениям о том, через что вы прошли вместе. После этого она обнимает Прата и говорит ему, что хотела бы выйти за него замуж, чтобы перестать быть женщиной. Увидев это, Юка, Кусуо и Луле комментируют, что теперь Прата из-за этого станет более высокомерным, потому что он знает, что сначала влюбился в Кэтбелли. А теперь, увидев это, Кусуо и Луле комментируют, что теперь Прата станет более высокомерным из-за этого, потому что он знает, что сначала влюбился в Кэтбелли. И я. После этого он замечает, что несомненно в этом мире он покоряет девушек, потому что говорит больше, чем в реальной жизни, но Кусу отвечает, что так и должно быть, потому что он относится к девушкам там как к людям, в отличие от того, как он относится к ним. Во время смены сцен мы видим, как командир Кантил терпит кораблекрушение в море, держась за деревянную доску. Это проходит мимо епископа на драконе. Увидев это, он думает, что командир жалок и что он пал очень низко. Но как раз в этот момент меч пронзает дракона Бишопа, и они оба падают замертво на ледяную поверхность, которая появилась из ниоткуда. Там командир Кантил поражен, потому что тот, кто наложил это заклинание, очень силен. После этого он понимает, что это сделала великая волшебница Фатина. Она прибывает вместе со своим гигантским Боу, которого съедает дракон. В следующей сцене Прата лежит и думает о вопросе Кейты, который задал ему мастер игры в награду за выполнение миссии. И вопрос заключался в том, с какими намерениями Бишоп все это делал, на что мастер игры отвечает ему, что его мотивом было оживить дракона. Там другие герои злятся, потому что Кейта упустил возможность задать лучший вопрос. В этом Эль Прата понимает, что сон, который ему приснился несколько недель назад о драконе в городе, был видением будущего, поскольку дракон в его видении тот же вулкан. Затем в памяти девочки появляется мастер игры и говорит, что вскоре он встретит шестого участника следующей миссии. Затем, во время смены сцены, Прата знакомится с новым участником, девушкой-режиссером по имени Гленда. Там мы заметили, что ее язык английский, потому что она произносит много слов на этом языке. Позже мы поймем, что девушка из Америки. После этого она уже говорит Проте, что путешествует по всему миру, потому что снимает независимый фильм. Однако ему кажется странным, что она поехала навестить его, в дом его бабушки и дедушки, оставшийся в другом городе. После этого Глен говорит ей, что он там, чтобы записать это и снять короткометражный фильм, чтобы мир узнал о его путешествиях в другой мир. Позже Прота секта, и мы видим, что они собираются снимать фильм о его приключениях. А вот и друзья Проты, которые также собираются сняться в короткометражном фильме. Они насмехаются над Протой, потому что, когда он рядом с девушкой, говорит своим другим, более официальным голосом. Вместо этого он выглядит удивленным, увидев его истинную личность среди своих друзей детства. Затем они начинают снимать фильм, и пока Прота играет роль мастера игр, он рассказывает, что план состоит в том, чтобы снять фильм о своем опыте в потустороннем мире и загрузить его в интернет, чтобы другие игроки могли его узнать. После окончания съемок короткометражного фильма он извиняется перед Лу за то, что заставил ее приехать так далеко, но она отвечает ему, чтобы он не беспокоился, потому что у него было свободное время, и кроме того ему было очень весело сниматься. В этот момент она подходит к Проте и говорит ему, что это не пойдет ей на пользу, так как она профессиональная модель. Услышав это, он пугается, потому что ему сказали по телефону, что этот короткометражный фильм благо для всех героев, но она говорит ему на ухо: «Я не знаю, что ваша плата будет заключаться в том, что вы расслабитесь и будете вести себя так, как вы ведете себя, когда находитесь со своими друзьями». Лу ставит ему это условие, потому что он хочет видеть Прота более веселым и расслабленным, чтобы он не был таким, как когда он с героями, более жестким и спокойным. После этого она ненадолго уходит. Во время смены сцены Прота рассказывает, что они закончили короткометражный фильм и загрузили его на видеоплатформу. Это явно говорит о канале Пиньякалы Асада. Наконец, 10 дней спустя они получили комментарии от людей, которые также являются игроками и пережили то же самое, что и они. После этого героев вызывают в другой мир, и гейммастер крутит рулетку, чтобы узнать, чем занимается Глен. Там ей предстоит роль воина с топором. Увидев это, Кита упоминает, что теперь в группе 4 воинов, так как у нее есть топор, у Кусуэлы и Лу есть меч, а он использует свое копье. И пока Кейта говорит это, он поражен, увидев невероятную броню Кусуэ.
Там она объясняет, что когда она победила королеву орков, она повысила свой уровень и сыграла роль воина тяжелого фехтовальщика. Но поскольку эта броня очень тяжелая, как следует из названия, она решила сохранить ее. В этом случае Прата считает, что поскольку атрибуты Кусуэ выше, он может теперь последовать его примеру. После этого мастер игры ставит их перед выбором между двумя вариантами миссии. И пока Прата выбирает вариант А, Кейта выбирает вариант Б, который заключается в предотвращении разрушения деревни Загрот. Впоследствии мастер исчезает. Там Прата кричит Ките, что она идиотка, что выбрала эту миссию, поскольку по ее опыту, чем проще звучит ее миссия, тем сложнее она выполняется. Однако Лу говорит ему, что она бесполезна в драке, потому что он уже решил, что они должны сделать вариант Б. После этого они направляются в замок Кэмпбелл, чтобы спросить, где находится деревня Сагрот, но сомневаются, стоит ли идти, потому что не знают, как она может выглядеть в этом случае момент, так как в этом мире прошло 17 лет с тех пор, как вы видели ее в последний раз. И если вы обратили внимание на предыдущие главы, то прошло уже 15, так что прошло буквально 32 года. По прибытии мы видим, что она моложе, чем была раньше, что шокирует всех. Потом мы узнаем, что эта девушка дочь Кабдела, потому что Сиди явно больше нет в живых, поэтому мы ясно понимаем, что девушка мертва. Потом она рассказывает героям, что ее мать рассказывала ей о своих приключениях и говорит, что это были ее любимые истории на ночь. Там она благодарит их за то, что все это время ее матери было так хорошо и за прекрасные моменты, которые они с ней пережили. И когда они едут в карете в деревню Сагрот, им грустно из-за смерти Кэтбелл. В этом случае Прата вспоминает поцелуй, который они ему подарили, и ему очень плохо при мысли, что он использует ее только для выполнения своей миссии. Вместо этого она лелеет эти воспоминания на всю свою жизнь. Потом герои идут через джунгли, чтобы добраться до деревни, потому что Сагрот – не очень оживленная дорога, и на ней они встречают гоблина. Видя, что и та просит, чтобы они позволили ему убить его, чтобы повысить его уровень. Однако гоблин убивает его автоматически. После этого Прата и Луз бросаются в атаку, но этот сильнее гоблинов, с которыми они сражались ранее. В этот момент Гленн отрубает ему голову своим топором. Впоследствии Прата проверяет свой уровень угрозы и понимает, что этот гоблин действительно сильнее предыдущих. Внезапно они видят кого-то, прячущегося за кустами, поэтому Гленн идет посмотреть, в чем дело, а Кусуэ следует за ней. Позже они находят хижину и обнаруживают человека, за которым она шпионила, который оказывается никем иным, как девушкой. Гленн говорит Кусу войти и поговорить с девочкой, так как она очень большая и может ее напугать. Вместо этого Кусу лучше общается с людьми, так как, по-видимому, он немного общительнее всех. Когда мы входим, мы видим, что девочка очень напугана. Однако Кусу говорит ей не бояться, потому что они не причинят ей вреда. Затем девушка признает, что она героиня, и бросает свой нож. Во время смены сцены она рассказывает героям свою историю. Она говорит, что ее зовут Джеби, и что она явно из деревни Сагрут, но ей пришлось бежать из этого места. Вот почему, когда она увидела их, она очень испугалась, потому что подумала, что они из той деревни и пришли за ней. Там Прата говорит девушке отвезти их в это место, однако она автоматически замолкает, поэтому Гленн предлагает ей лучше пойти за ними ее аккаунт, так как видно, что девушка не хочет снова проходить через то, через что она прошла в этом месте. На следующий день Йосби показывает им ручей, где он собирает воду. В этот момент Гленн думает о том, как трудно девушке выжить одной. Затем она признается Кусуэ, что она лесбиянка. Услышав это, Кусуэ нервничает, однако Кусуэ говорит ей не беспокоиться, так как ей нравятся не все женщины. Затем она дотрагивается до своего подбородка, и она нервничает еще больше. После этого Гленн уходит, смеясь над тем, что он заставил Кусуэ почувствовать. Позже мы увидим, как Прата использует свою магию, чтобы растения росли быстрее. И вот Кейта удивлен этой способностью и находит ее очень полезной. В этом появляется Люк, он собирал дрова вместе с Юкой, которая охотилась на животных, но в этот момент они слышат крик Кусуби. Прибыв на место, они обнаруживают, что есть человек, которым управляет паразит, прикрепленный к его голове. Там девочка говорит, что это ее отец. После этого Прата замечает, что эти паразиты называются проволочниками и захватывают мозг людей, контролируя все их движения.
После этого он говорит, что единственный способ победить их – это сжечь их, потому что в противном случае они могут вызвать глобальную пандемию. Тогда девочка просит героев не причинять вреда ее отцу. В этом случае Кусу пытается вонзить в него меч, но у нее это не получается, так как перед этим он восхищается ее глазами, и она не может убить его, потому что думает, что он настоящий человек. Но вдруг зомби хватает ее за шею и убивает, повесив ее. После чего Прота отрезает ей голову. Увидев, что ее отец мертв, девочка теряет сознание, и затем труп сжигают, чтобы избавиться от паразита. Затем, во время смены сцены, Джесс V ведет героев в деревню Эса-Гроад, который, чтобы добраться туда, должен совершить долгое путешествие в пещеру. Позже они останавливаются, чтобы отдохнуть у костра, и девушка автоматически рассказывает свою историю. Пока они разговаривают, комментирует, что старики из их деревни отправляют их в путешествие под названием «Путешествие надежды», которое состоит из поиска другого места для жизни, поскольку монстры, которых они преследуют, это их враги. В этом мире они становятся все сильнее и сильнее, и по этой причине на этот раз их отцу пришлось отправиться на поиски новой судьбы. Однако ни одному из тех, кого посылает лидер, не удается вернуться, потому что это путешествие очень опасно, и все погибают по пути. По этой причине она сбежала из деревни, чтобы найти своего отца, и, к счастью, смогла найти его в хижине, где она в настоящее время жила. Однако говорит девочке, что она не может вернуться, так как она не должна нарушать правила вождя. На следующий день, не предупредив своего отца, уже ушел, поэтому мы предполагаем, что после этого он был заражен паразитом. В этот момент Прота говорит девочке, что если она вернется в деревню Загрут, он может казнить ее за побег, но она готова бежать этот риск, потому что он должен сообщить своей матери и брату, что его отец умер. На следующий день они прибывают в деревню, и Джесси рад встрече со своим другом, но по какой-то причине мальчику становится очень грустно. Позже они приезжают к нему домой, и он говорит ей, что его мать тяжело заболела и умерла несколько дней назад. Его младший брат был настолько потрясен, увидев, как умирает его мать, что не может вымолвить ни слова, потому что, по-видимому, он в шоке. Видя, как девочка страдает из-за трагедии, Эль Прота решает прогуляться, и Глен явно предлагает пойти с ним. Во время прогулки она понимает, что Эль Прота не так жесток, как кажется, так как она хотела выйти из дома, потому что не хотела видеть его. Джесби плачет. И тут она признается ему, что чувствует себя виноватой, потому что если бы они приехали раньше, она смогла бы спасти мать своей силой биологической магии. В этот момент она выглядит как маленькая девочка в сопровождении своих опекунов. Вот она говорит ему, что она внучка вождя, и замечает, что им не нужна помощь героев. Затем, во время смены сцены, Прота и Глен разговаривают с вождем деревни. Он говорит им, что для них большая честь иметь их там, но в этой деревне им не нужны герои, так как это место очень мирное. И пока он говорит это, Глен и Прота подозревают, что они пытаются избавиться от них. В этом Прота упоминает, что они очень хорошо осведомлены о том, что на деревню часто нападают монстры. Увы, вождь спрашивает, кто им это сказал, но они не хотят говорить, кто на самом деле им это сказал. Они боятся, что если узнают, что это была девочка, они могут что-то с ней сделать. Однако внучка говорит ему, что это был Джесби, потому что она видела, как они вместе приезжали в деревню. Услышав это, вождь говорит, что сожалеет о том, что случилось с Джесби, о том, что он отдалился от своего отца, и теперь его отец и его мать мертвы. Затем он говорит им, что им не нужно защищаться от монстров, потому что у них есть луч в рукаве, чтобы сразиться с ними. В следующей сцене лидер приглашает их спуститься в подземелье, чтобы показать им, что он планирует, когда они снова нападут на монстров. По прибытии туда он просит их войти в комнату, где находится оружие, но то, что они входят в комнату, явно их запирает. После этого лидер говорит им, что герои раздражают больше, чем монстры. Впоследствии он благодарит его за то, что он привел на шабаш Йозби. В этом Прота спрашивает его, что он думает делать с девочкой, на что он отвечает, что им все равно это знать, так как они будут заперты там до самой смерти. В этом остальные герои находятся в доме друга Джесби. Там ее мать и мальчик рассказывают им, что с их семьей и семьей девочки обращаются как с изгоями, и что им явно не дают даже тарелки с едой. Они могут есть только немного овощей и лягушачьих яиц из пруда за домом. Но в этот момент прибывает деревенский староста, который говорит им, что Эль Прота и Глен в его особняке устраивают лучший пир. Там староста приглашает героев поправиться, однако упоминает о том, что если он не накажет Джесби за нарушение правил, я не был бы хорошим примером для других людей. Хоть ее и не накажут за то, что герои просили об этом, и люди в деревне умеют это понимать. Там его подозревают в том, что происходит что-то странное, но он все равно решает уйти.
После этого герои отправляются в свой особняк и по дороге проезжают через мост. Но пока они переходят мост, лидер начинает перерезать веревки, и герои остаются повешенными. Вот он говорит им, что они умрут, потому что когда они упадут, они не смогут выбраться, потому что озеро бездонное. В этом Лу бросает в него силу, которая бросает его на землю. Потом им удается подняться, и она говорит, что несмотря на то, что они проиграли вместе, опыт нападения на человека того стоил. Впоследствии его приводят связанным в особняк, чтобы освободить Прота и Гленна. Однако у ворот стоят жители деревни, которые напуганы, потому что услышали громкий рев. Потом прибывают охранники, и мы видим, как они уводят Джесби в плен. Там лидер рассказывает им о героях, которые подчинили его, когда он пытался схватить девушку за нарушение правил. Но в этом один из жителей спрашивает его, зачем героям это делать, что они не смогут этого сделать. И тот отвечает ему, что их послали, чтобы захватить деревню. Вслед за этим прибывает друг Джесби по имени Лягушка и явно избивает охранников. Затем он встает перед девушкой, чтобы защитить ее. Однако охранники автоматически избивают его. И в этот момент прибывает мать мальчика и просит их оставить его в покое, но охранники хватают его, говоря ему не сопротивляться аресту. Увидев это, Кейта вспоминает свое детство со своим братом и матерью, когда босс Якудза избил их, за что он был казнен. Он наполняется ненавистью и начинает избивать всех, кто стоит на его пути. Кроме того, он также избивает деревенского старосту, чтобы тот сказал ему, где находится Эль Прота и Глен. Там мы видим, что девочки разочарованы, потому что Кита применяет слишком много насилия по отношению к людям. По этой причине она теряет все очки опыта, которые заработала в пещере. Позже они входят в особняк, и внучка вождя велит героям отпустить ее дедушку. Позже она упоминает, что бросила ключ от камеры на дно колодца, так что они никогда не смогут его вернуть. Там друг Джесби врывается в дом, чтобы сообщить им, что он видел гигантского дракона снаружи, который несет ответственность за рев и дрожь, которые слышали жители деревни. После этого герои выглядывают в окно и удивляются, потому что они никогда не видели такого большого дракона. Кроме того, они замечают, что этого сопровождает множество других монстров. В этот момент они слышат сильный тремор, и герои достают свое оружие, готовясь к битве. Хотя шум исходит не от монстров, а от земли. В этот момент земля ломается, и появляются Глен и Эль Прота, которые смогли спастись самостоятельно. И они говорят лидеру, что место, где он их запер, не является темницей, так как крыша была сделана так, что они не могли выбраться. И они смогли очень легко это сломать. Поэтому им не составило труда сбежать из этой камеры. Затем Прота смотрит в окно на монстров и замечает, что они более могущественны, чем те, с которыми они сталкивались раньше. Затем он говорит, что план состоит в том, чтобы сбежать по тому же туннелю, по которому они вошли в деревню. Однако туда будет трудно добраться, потому что там слишком много монстров. Потом лягушка убежит, чтобы предупредить людей и привести их сюда, чтобы они явно сбежали вместе. И в этот момент Кусуэ предлагает другой план. Этот состоит в том, чтобы надеть свой тяжелый бронекостюм, который наиболее устойчив к прыжку в колодец, поскольку, скорее всего, как и я, Кусуэ не сможет сбежать. Колодец сухой, возможно, он соединяется с пещерой. Там она говорит, что если она умрет, она уже знает, где найти ее тело. После этого Кусуби бросается вперед и, очевидно, умирает, но после того, как он оживает, он подает знак героям, что высота колодца составляет 50 метров. И после этого они приступают к строительству очень длинной лестницы, по которой можно спуститься. Впоследствии дракон начинает выделять изо рта ядовитое вещество, которое разрушает всех обитателей, оставляя их в костях. Позже мы видим, как лягушка воссоединяется с Джеффом и его младшим братом, однако она говорит ему, что его мать решила пожертвовать собой, чтобы они могли сбежать. Услышав это, лягушке становится очень грустно, но они не могут больше терять времени и решают пойти с героями. После этого мы видим, как герои импровизировали лестницу и начинают спускаться в колодец. Там внучка вождя падает с лестницы, но Кусу ловит ее. Спустившись вниз, лидер благодарит его за спасение своей внучки и раскаивается во всем зле, которое она им причинила. Наконец, когда осталось спустить только Прота, Юку и Кейту, монстры выясняют, куда они убегают, и бросают камень, который разрушает вход в колодец. Они сбрасывают лестницу, так что у них нет другого выбора, кроме как броситься в свободное падение и умереть, поскольку, к счастью, они могут появиться снова через 50 секунд. На следующий день на поверхность выходят уже не монстры. Тогда Прота думает, что если бы все жители погибли, они бы проиграли миссию, хотя им удалось спасти по крайней мере примерно 5 человек из деревни. Позже внучка очень устала и не хочет идти дальше, поэтому Кейта предлагает нести ее на спине.
Там Прота думает, что он очень странный, так как минуту назад он говорил, что сельские жители – это товар для выполнения миссии, однако теперь это так. Сладкое, как одна из них. После этого возле реки они обнаруживают, что там есть тропа, сделанная из людей. По этой тропе Прота решает отправиться на разведку вместе с Гленном. По прибытии он сообщает, что это поселение, в котором никого нет, но в этот момент они слышат шум в кустах. Затем, во время смены сцены, Джеби упоминает, что на самом деле ее отец был его отчимом, однако он с детства воспитывал ее как свою дочь. Точно так же она любила его, и он тоже очень сильно ее любил. Вспоминая это, Джеби автоматически начинает плакать, но в этом они показывают нам, что гоблины преследуют их с деревьев. Затем Прота и Глен достают свое оружие, но внезапно из-за деревьев выходят деревенские жители, которые прятались. Во время смены сцены лидер замечает, что если бы он не принял решение отправить тех, кто не работает, искать новое место назначения, у них бы не было выбора. Еды хватит на всех в деревне. Он говорит, что никто не поймет трудного решения, которое ему пришлось принять. И в этот момент Кейта смотрит вверх и обнаруживает, что гоблины сидят на деревьях. Увидев, что они очень сильные, говорит Юкио бежать с детьми и стариками, потому что они собираются их прикрыть. Впоследствии Кусуби и Луу планируют стратегию по уничтожению гоблинов, в результате чего, в то время как Кусуби прикрывает их удары своими щитами, Кусуби и Луу планируют стратегию, чтобы уничтожить гоблинов, что приводит к тому, что в то время как Кусуби прикрывает удары своими щитами, Лулас явно убивает своим мечом. И с помощью этой стратегии им удается убить нескольких. После этого Лулу удивляет гоблина сзади, но в этот момент все останавливается, потому что он по рангу. Там появляется мастер игры, который крутит рулетку, чтобы узнать о своем новом занятии. После этого мы видим, что ей предстоит роль элитного воина-фехтовальщика, что является одной из самых продвинутых ролей. Впоследствии она возвращается к нормальной жизни. Кейта и Кусу шокированы, увидев, что она очень легко побеждает гоблинов своим новым занятием. После этого перед Юки и остальными появляется монстр. Однако добирается до Гленна и убивает его своим топором. Там мы видим, что они идут в сопровождении Дэна, брата лягушки. В этом Джедби рад, что его друг смог встретиться со своим братом. Позже они объясняют нам, что этот персонаж — это те, кто покинул деревню Сагрот, чтобы отправиться в путешествие надежды, и поэтому герои решают переночевать в их хижине. Поселение. Там эти люди безразлично относятся к лидеру, так как именно он отправил их в путешествие, потому что они думают, что они мешают. В этом они понимают, что все это время он провел там, живя за счет животных, на которых ему удается охотиться. После того, как он упоминает, что поскольку они больше не могут вернуться в деревню, потому что она была разрушена, лучший план — найти деревню Новый Эдем. Однако считается, что этого места больше не существует. К тому же, чтобы добраться туда, они должны пройти через поселение, где проживает около 30 гоблинов. На следующий день все продолжают путь, но Луз замечает, что мужчины в деревне более спокойны. Это потому, что ночью они слышали тот же рев дракона, который уничтожил Сагрода. Затем, увидев, что они очень устали, они решают остановиться на сегодня и продолжить движение утром. Однако Прота и герои планируют воспользоваться ночью, чтобы застать гоблинов врасплох. Там он решает, что теми, кто пойдет, будут Эль Прота, Кейта и Лу. Прибыв в поселение монстров, Эль Проте удается убить одного и замечает, что остальные, вероятно, спят в своих гнездах. Однако, когда они заглядывают внутрь, их там нет. После этого гоблины застают их врасплох, и во время смены сцены Глен рассказывает свою историю Кусуэ. Она говорит, что ее отец был бывшим военнослужащим армии, который был травмирован войной. Этот показывал ей фотографии, которые он принес с поля битвы, на которых были изображены солдаты и люди, переживающие очень трудные ситуации. И однажды она решила признаться ему, что у нее никогда не будет детей, потому что она лесбиянка. Услышав это, ее отец не очень хорошо воспринял это признание и автоматически забивает его из винтовки, как настоящий фанат этой темы. По этой причине Глен решил сбежать из дома и начать путешествовать по миру. В этом появляется измененная Юка и ведет его к берегу реки, чтобы показать им, что во время патрулирования он нашел лидера мертвым от удара ножом в сердце. Впоследствии Глен идет спросить мужчин в деревне, так как они были недовольны лидером и у них были причины убить его. Там они признают, что злились на него, но говорят, что никогда не смогут его убить. После этого мы видим, что Проте, Лу и Ките удается уничтожить почти всех гоблинов, поскольку те, кто остался в живых, в страхе бежали. В этом Прота говорит, что это место уже безопасно, чтобы привлечь остальных. Позже жители деревни приезжают в это поселение, и они счастливы, потому что там они могут отдыхать намного лучше. После этого Глен созывает их всех к костру, чтобы сказать им, что он уже выяснил, кто убил вождя.
Там он объясняет, что это был деревенский повар, так как он сам выдал себя, когда сказал, что вождя зарезали, несмотря на то, что он был поваром в деревне. Что никто еще не рассказал ему, как он умер. Затем они связывают его и отводят в хижину, пока решают, что с ним делать. Затем Прата предлагает оставить его в этом месте, потому что они больше не могут тратить время впустую. Пока они решают, что делать с поваром, они замечают, что внучка входит в хижину, где он спит. Поэтому Кейта быстро идет туда, чтобы посмотреть, что она планирует. И по прибытии обнаруживает, что она не в порядке. Девочка была заражена тем же паразитом, который убил папу Джесби. В этом она бросается ему на шею и начинает его вешать. Там Прата достает свой нож и говорит, что он разберется с этими делами, когда нужно устранить кого-то из знакомых. Затем Кейте удается оттолкнуть девушку, но когда она снова собирается напасть на него, он отрубает себе голову своим копьем. Увидев это, герои впечатлены, а Кейта плачет, потому что он был самым привязанным к девушке. Позже они сжигают труп вместе с проволочниками на костре, в то время как Кейта находится вдали от этого места, чувствуя себя очень грустно. На следующий день они возлагают цветы к ее могиле, и там один из старейшин замечает, что с тех пор, как они прибыли в это поселение, она плохо себя чувствует. На это лягушка замечает, что они тоже очень плохо себя чувствовали. Затем лягушка разговаривает с героями и говорит ему, что в этом месте вся их группа чувствует себя очень уставшей. В этом случае Прата думает, что это вероятно происходит потому, что дракон-епископ должен быть где-то поблизости, творя то же заклинание, что и на острове Джифон. Впоследствии мы видим, что Кейта продолжает оплакивать смерть девочки. Увидев Лолу, подбодрит его и скажет, что сначала ему нужно позаботиться о выживании, так как он должен вернуться живым в реальный мир и защитить своего младшего брата. Как раз в этот момент на них нападают монстры всех видов, и поэтому Прата приказывает увести детей и стариков подальше оттуда. Потом он сразится с волком, но быстро умрет. И пока он ждет своего времени, чтобы возродиться, он думает, что с каждым разом они становятся сильнее. После этого, когда дети убегают, они перелетают через ствол дерева, и младший брат Джедби падает. И Кусу просит Юку пойти и забрать его, пока она остается сражаться с гоблином, и подняв его, понимает, что мальчик падает, он нанес сильный удар в лоб, а затем гоблин прыгнул на Кусуэ, который использовал ту же технику, что и при убийстве своего первого монстра, который состоит в том, чтобы вытащить свой длинный меч как раз в тот момент, когда монстр находится рядом, и пронзить его грудь. После этого мы видим, как Лу сражается с волком. В этом случае Прата появляется сзади и бьет его молотком. Затем отрубает ему голову. А затем Кейта убивает еще одного монстра, и наконец ему удается покончить со всеми. Однако в этот момент появляется тролль, который, раздавив Луи, начинает его есть. Алику лезет наверх, подбегает, чтобы ограбить его, а тот берет ее и тоже ее ест. Но тролль быстро убегает, получив порыв ветра, и уходит. Вот мы и видим, что это сделал командир Кантил. Позже герои разговаривают с ним, и Прата говорит ему, что с тех пор, как они виделись в последний раз, прошло 17 лет. После этого командир рассказывает, что после битвы с орками он потерпел кораблекрушение, дрейфуя. Однако был спасен великой волшебницей Фатиной. Али Юка говорит, что знает эту волшебницу, так как именно она спасла его, когда он шел под метелью. Впоследствии Кантил рассказывает Фатине о том, что она послала его туда, чтобы убить другого дракона, епископа, который явно находится поблизости. Он объясняет героям, что если какой-нибудь епископ вызовет гигантского дракона, это может буквально означать конец света. Потом он рассказывает им о том, что несколько дней назад упал метеорит с очень мощным камнем, который возвращает самых сильных монстров. Однако, чтобы противостоять силе, они должны посеять семя особого растения, которое он принес. Затем, во время смены сцены, Прата заставляет их расти своей биологической магией. По недосмотру он заставляет растение разрастаться слишком сильно, и из него получаются съедобные плоды. После этого Прата, Кейта и Юка решают отправиться на поиски тролля, который съел Лу, и ясно обвиняют его, поэтому они должны уничтожить его, чтобы они могли возродиться. Позже его находят, и Кейта бежит, чтобы вонзить в него свое копье, но его насмерть разбивают. После этого Прата пытается ударить его кувалдой, а тролль уклоняется от него. Там он говорит ему, что он быстрее, чем раньше из-за метеорита, а затем Юка стреляет ему стрелой в глаз. Увидев это, Прата просит его прицелиться в другой глаз, чтобы ослепить его. Однако, пока она стреляет в него, тролль давит ее и убивает на месте. В этот момент она прыгает к Проту, и когда он думает, что все кончено, Кейта убивает его, вонзив копье ему в голову. Затем вскрывает его тело, и Луису Куби удается возродиться. Там он делает разочарованное лицо и говорит, что это уже второй раз, когда его съедает тролль. Во время смены сцены свиньи достигают водопада и находят волшебный метеорит, врезанный в скалу.
В этом месте Прота упоминает, что там наверху это может быть город Новый Эдем, место, которое так долго искали жители деревни Сагрот годами. Тогда Эль-Прота приходит в голову идея и просит у Кейты одно из семян, которые дал ему командир Канти. Впоследствии Эль-Прота выращивает растения с помощью своей магии, так же, как и с другим. Затем он начинает подниматься, как в сказке о волшебной фасоли, чтобы достичь вершины водопада. После долгих усилий им удается подняться наверх. Но там абсолютно ничего нет. В этом случае Прота смотрит вниз и бросается в водопад. Падая на дно, он замечает, что течение воды изменилось. После этого он выходит на поверхность реки и находит город. Там мы видим счастливых людей и играющих детей. После этого они говорят Проте, что он давно не брал кого-то с собой. И кроме того, они упоминают, что там жили многие поколения людей. Но в этот момент у Проты возникает сомнение, и он спрашивает, является ли это местом Нового Эдема. На что Прота отвечает нет. Они отвечают, что у этого города нет ни одного названия, потому что, поскольку это единственный город на многие километры и он скрыт, он им не нужен. Затем они подходят к старику и рассказывают ему о том, что он попал в этот город тем же путем, что и Прота, пройдя под водопадом. И он рассказывает, что раньше жил в деревне под названием Сагрот. Услышав это, Прота впечатлен и думает о том, что он должен привести выживших из Сагрода жить в этот город. В следующей сцене мы видим, что младший брат Йосби уже может говорить. Однако он не помнит ни имени своей сестры, ни всего, что он пережил с тех пор, как умерла его мама в деревне. И по этой причине мы можем предположить, что это из-за сильного удара, который он нанес себе, упав с бревна. Поскольку мальчик упоминает, что у него никогда не было сестры, и в то время как Джетби умоляет его вспомнить ее, и в то время как Джесби умоляет его вспомнить ее. Его слова звучат так, как будто у него никогда не было сестры. Глаза на мгновение краснеют. Вот Глен входит в хижину и понимает, что происходит. Затем он говорит Джесби, чтобы она перестала притворяться, потому что она пляжный дракон. Во время смены сцены мы видим, как волшебница Фатина рассказывает о том, что в древние времена было 5 драконов, и один из них взрывом был отправлен на небеса, где он все еще спит. После этого он замечает, что волшебный метеорит, возможно, является осколком этого дракона, и этот осколок ускорит конец света. Потом мы меняемся местами, и Глен спрашивает Джесби, почему он подложил проволочника внучке вождя. Поскольку она была последней, с кем он был, она как раз перед тем, как заразилась паразитом. Он обвиняет ее в том, что она сказала ему, что это она надела его, точно так же, как он сделал это с ее отцом. Услышав это, Джесби просит у нее доказательств того, о чем она явно говорит, поскольку это очень-очень серьезное обвинение. И Глен продолжает говорить, что когда они ходили за водой к ручью, она никогда не боялась монстров, которые могли появиться из леса. Кроме того, когда они выходили из пещеры, Джесби в одиночестве направилась в деревню, сказав, что она явно собиралась посмотреть. Но на самом деле я использую заклинание, чтобы вселить в нее воспоминания жителям деревни. В этом мы видим, что лягушка удивлена всем этим, и там она объясняет ему, что когда Дэн впервые приехал, он не узнал его, и что он якобы был из той же деревни. Поэтому она быстро использовала свое заклинание, чтобы имплантировать ему воспоминания. Однако этот мальчик был единственным, на кого магия не подействовала, потому что у него проблемы с психикой. Хотя это еще не все, кроме того, он околдовал старейшин поселения, манипулируя ими, чтобы они убили деревенского старосту. Ей пришлось умолять их сделать это, поскольку с помощью своего заклинания они не могут полностью убедить людей. После этого Глен достает свой топор и велит ей показать себя такой, какая она есть на самом деле. И когда он нападает на героиню, она с удивлением видит, что Джесби держит ее за руку. «Уклоняйся очень умело». Впоследствии девушка признает, что Глен очень умен, на что она уже отвечает ему, что она недоверчива только потому, что у нее было трудное детство. Но в этот момент она меняет свой внешний вид, и на локане появляются отметины драконьего епископа, после чего она называет его драконом. Они понимают, что рев, который они слышали все эти дни, исходил от летающего монстра. И после этого девочка продолжает признаваться, что она приказала убить вождя деревни. Потому что однажды он поговорил с ней и сказал, что не помнит, чтобы видел ее раньше, поэтому, как и все остальные, она не помнит, чтобы видела ее раньше. В его заклинании была небольшая ошибка. Должно быть, он покончил с этим. Кроме того, он заразил внучку паразитом, потому что она видела, как она летала на своем драконе. Позже он говорит, что точно так же он покончил с другим мужчиной, заставив его поверить, что она его дочь. Поскольку после нескольких дней совместной жизни он начал подозревать что-то странное, что происходит, поэтому он решил, что она его дочь, который решил прикрепить к нему проволочника. И тут он признается, что использовал героев, чтобы внести свой вклад в свой план. Затем он упоминает, что послал монстров атаковать деревню Загрут, потому что ему нужны были человеческие жизни, чтобы он мог завершить ритуал крови. В этот момент лягушка спрашивает его, что он сделал с его матерью, и она отвечает ему, что он явно убил ее.
Когда она оказалась в ловушке среди обломков, умолял его помочь ей, но Джевис просто решил уйти и позволить ей умереть. Услышав это, лягушка пытается напасть на нее, но она поднимает свой посох, чтобы бросить в него силу, и в этот момент появляется командир Кантил и стреляет в нее первым. Затем Джесби улетает на драконе и, убегая, насмехается над командиром, потому что он колдун низкого ранга и не осознавал, что он волшебник. Она была драконом-епископом. Во время смены сцены мы видим, как Прота выходит из водопада. Там он рассказывает другим героям обо всем, что пережил, и вспоминает, когда вождь деревни заметил, что только он готов умереть, и что он войдет в новый Эдем. Там мы понимаем, что под смертью подразумевалось падение с водопада из-за того, насколько опасно бросаться сверху. После этого прибывает Йосби и садится на метеорит. Также появляется Глен вместе с командиром Кантилом, и она сообщает им, что Йосби епископ. Впоследствии она накладывает заклинание, и в это время прибывают все монстры разных видов. Видя это, герои готовятся к битве. Однако они понимают, что монстры идут не к ним, а направляются к водопаду в поисках скрытого города. Там герои начинают сражаться, но монстры сильнее, чем раньше из-за метеоритного камня. Потом Джедби начинает смеяться, потому что благодаря этому камню в конце концов проснется великий дракон. В этом Кантил обнаруживает место метки, с помощью которой она творит заклинание, но Джетви замечает это и использует свою силу. Быстро Эль-Прота пытается вылечить его, но тот говорит ему не беспокоиться о нем и уничтожать каменных монстров, у которых есть сила, знак магического круга. Он приказывает другим героям атаковать его, пока он идет туда, где Джесби. Добравшись до скалы, где она находится, Прота застает ее врасплох и пинает посохом, однако она покрыта энергетическим полем, которое не позволяет проникнуть в нее их атаки. В этот момент мы видим красного монстра, похожего на змею, который выплевывает токсичную жидкость в воду водопада. После этого Проте удается нанести ему небольшую рану, и она явно смеется над ним, потому что, несмотря на многочисленные атаки, ему едва удается нанести ему царапину. Однако она вводит семя в рану и с помощью своей биологической магии заставляет его расти. Впоследствии он хватает девушку, и они бросаются вниз. Там Кант кричит другим героям, чтобы они воспользовались тем, что монстры потеряли свою силу, чтобы покончить с ними. После этого они начинают стирать все следы с каменных монстров. Потом Кейта убивает красного гиганта, пронзив его голову своим копьем. И тут мы видим, что от напряжения Прота теряет сознание. И сразу после этого Кантиль снова благодарит, потому что герои снова спасли ему жизнь. Затем, во время смены сцены, Прота просыпается и, увидев, что Джесби все еще жива, направляется убить ее. Однако Кусу обнимает его и умоляет не делать этого. После этого Глен говорит Проту, что лучше позволить людям в этом мире самим решать свои проблемы. Позже Фрог подходит к Джедби и спрашивает, не изменила ли она только его воспоминания, поскольку за то время, что они прожили вместе, он влюбился в нее. Услышав это, Джедби Сёри говорит ему, что она любит только своего бога великого дракона. Затем она использует свою магию, чтобы покончить жизнь самоубийством, подожгив себя. Затем появляется волшебница Фатина, которая на своей сове разрушает метеоритную скалу, и тут она смущается, потому что опоздала на битву. После этого мы видим, что в лощине, где лежал метеорит, находится город, который они так долго искали. Наконец-то жители деревни счастливы, что достигли земли обетованной. В этот момент Прота предлагает людям, что поскольку у этого города еще нет названия, назовите его Загрот, как и предыдущую деревню. Впоследствии герои встречаются с мастером игры, и поскольку им удалось выполнить миссию, Восток говорит им, что Глен ответит ему на вопрос в качестве награды. Подумав об этом, она спрашивает, как великому дракону удастся перейти в реальный мир, на что мастер игры отвечает, что есть небольшое отверстие, соединяющее их обоих. Миры, и которые открываются постепенно, пока не станут достаточно большими, чтобы пройти через них. Затем, во время смены сцены, они возвращаются к реальной жизни, и взволнованная Кейт отправляется навестить Эль-Прота. Однако разочарован, потому что Эль-Прота такой же холодный в этом мире. Позже мы видим, что Лу, Юка и Кусу воссоединились. Вот они смотрят короткометражный фильм, который они сняли. В этом Юка и Кусу намекают ему, что и она, и Прота были потрясающими в фильме. Затем она говорит ему, что забыла прислать ему фотографию из поездки. Потом Кейта приходит к ней на работу и смотрит фотографии на пляже, за что его босс отговаривает его вернуться к работе. Там он думает о девушке, которая умерла, и говорит, что в другом мире все называют его героями, а здесь они просто еще один из многих.
После этого мы видим, что Прата находится в своей комнате. Пока он смотрит с балкона, появляется мастер игры в теле девушки, и она спрашивает его, ненавидит ли он по-прежнему этот город, на что он отвечает, что если он ненавидит ее, и что он все еще не знает ценности этого города. Жизнь. Однако ты знаешь, что на этой планете живут тысячи и миллионы людей, и каждый день приносятся жертвы, чтобы спасти их. В этот момент ты вспоминаешь все приключения, которые пережил в другом мире, и упоминаешь, нравится тебе это или нет. Его миссия — защитить миллион жизней. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будет гоблин. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если ты хочешь поздравить в одном из видео или хочешь порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подписывайся на меня в Instagram, который будет по ссылке в описании, и я добавлю, что это очень важно. В комментарии исправлено, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И не говоря больше ни слова, Пина Колаза прощается.